Здравствуйте. Ну что, давайте начинать эфир. Хочу представиться. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Я сегодня провожу вебинар, который посвящен препаратам «Тибетская формула», а также полезным, наверное, ответам на вопросы, которые есть. Сегодняшняя лекция, она, наверное, будет посвящена дыханию. Может ли дыхание помочь человеку выздороветь? Какую роль дыхание имеет в нашей жизни? Начну я, наверное, с аюрведы. Аюрведа считает, что дыхание является основой лечения человека, поэтому освобождение от дыхания – это ключевое состояние человека. То есть считается, что дыхание имеет в своей основе прану, это энергия божественная, которая входит и заполняет человека. Таким образом, человек может долго жить. Настолько ли не нужно дыхание человеку или настолько невозможно управлять дыханием? И можно ли лечить заболевания посредством дыхания? Ответ однозначный, он звучит так: возможно. Оказывается, при помощи дыхания можно лечить ряд самых невероятных заболеваний, таких как аллергия, таких как заболевания сердца, заболевания легких, туберкулез и так далее. Сегодня я условно выражу свое мнение и дам некоторые рекомендации по использованию дыхания. В свое время у меня была знакомая женщина, она живет на Оболоне в городе Киеве, и она мне рассказала историю. Когда она была маленькая, то у нее появилась астма, и после того, когда ее начали лечить от астмы и не было должного эффекта, выяснилось, что она болеет туберкулезом. То есть врачи смогли определить, что у нее туберкулез. Туберкулез был очень агрессивной формы, и уже спустя 2 года она была в тубдиспансере и имела туберкулез очень тяжелой степени. При этом до этого пробовали ее лечить, и эффекта должного не получалось. Она познакомилась, ее мама познакомилась с одной женщиной, которая работала фельдшером где-то во время войны. И та поделилась или сказала, что вылечить данное заболевание и астму, и туберкулез у ее дочери возможно. И она порекомендовала делать следующее. Она ей порекомендовала на протяжении 10 дней практически не употреблять воду, а только по необходимости. То есть она употребляла воды в день не более 4 или 6 или 10 столовых ложек. При этом на протяжении дня ее заставляли постоянно делать выдох и не дышать. При этом мама сидела с часиками и засекала время, когда дочь делала выдох, не дышала, и после этого делала вдох, не дышала. Такие комбинации она проводила как можно больше в течение дня, наблюдая за своей дочерью. В течение 10 дней спала температура, пропал кашель, начала очень хорошо себя чувствовать. А вот на 10-й день она выбежала и нашла где-то воду и прямо холодную воду из ведра попила. И после этого у нее был страшнейший аллергический отек от воды, то есть ей стало очень плохо, она отекла, и в дальнейшем пришлось наверное, такую задачу повторять еще раз. То есть она после этого вновь заставила ее снова 10 дней пить как можно меньше, находиться при этом нужно было в помещении постоянно, то есть ей не разрешали выходить на улицу. Помещение было предварительно очень сильно протоплено, то есть было очень тепло. При этом мама постоянно контролировала, чтобы ее вдохи и выдохи были такими: вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Спустя годы эта женщина, ее имя Нона, она начала рекомендовать детям, у которых были аналогичные проблемы, и говорит, что да, не со всеми детьми это работает, да, не со всеми взрослыми это работает, но были такие случаи, когда корректировка самого заболевания и улучшение его состояния, как бы переход в длительную ремиссию таких тяжелых заболеваний, как астма, и таких тяжелых заболеваний, как заболевания легких, переходила в ремиссию, и после этого очень долго заболевание не проявлялось. И она говорит: этим всю жизнь спасаюсь. Хотя инвалидность была поставлена у нее в 11-летнем возрасте, насколько я помню. Сейчас этой женщине уже за 60 лет. Она всю жизнь, в течение жизни она болеет астмой. В дальнейшем заболевания
туберкулез, ей такой диагноз сняли. То есть она сейчас туберкулезом не болеет. Можно ли сказать, что это является панацеей? Нет, конечно, но я могу сказать, что это, возможно, кому-то сможет помочь. Я данный пример, о данном примере уже говорил в своих вебинарах. Могу сказать, что были люди, которые слышали это и достаточно успешно практиковали. Могу сказать, что с одними это работает хорошо, а с другими не очень хорошо. Какие бывают еще методы, которые могут помочь улучшить здоровье при помощи дыхания? В случае, если у человека поднимается давление, если человек не может похудеть, в случае, если у человека постоянно ощущение усталости, то такому человеку необходимо делать дыхание, в котором выдохи медленнее идут, и задержка дыхания происходит в нижней позиции выдоха. То есть это выглядит так. И после этого нужно считать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. После этого делать короткий вдох и снова выдыхать. Такое дыхание необходимо делать в утренние часы. Если выполнять такое дыхание, у человека, человек начинает хорошо себя чувствовать, и в дальнейшем, на протяжении уже ближайшего времени, исчезает гипертоническое заболевание сердца, успокаивается, начинает лучше себя ощущать или лучше себя чувствовать. Вы представляете? Ну, это очень долго. Я думаю, это очень долго. Ну, я думаю, вы понимаете, когда вы начнете это делать, то окажется, что это делать очень сложно. Потому что любые дыхательные циклы, они должны постоянно контролироваться путем измерения пульса. То есть в случае, если ваш пульс изменяется и в худшую сторону изменяется, то есть обычный пульс человека это 60-70 ударов в минуту. Если у вас пульс поднимается до 100 ударов, это плохо. Если пульс начинает падать и у вас вместо 70 ударов появляется 50, то я считаю, тоже необходимо отменять. То есть необходимо за собой смотреть. Вот эту нагрузку, ее необходимо выполнять очень щадящем виде и не делать максимальные усилия. То есть здесь необходимо ли максимальное усилие для человека, могу сказать, что это совершенно не нужно делать. Также я давно заметил, как люди, у которых что-то болит, начинают вдыхать, как будто пьют воздух. Совершенно верно. Существует такое дыхание, которое убирает внутренние заболевания. Это когда человек как бы пьет дыханием воздух. Делает он это так, как будто пьет. А потом также выдыхает. Вот таким образом уходят тяжелые внутренние боли. И это дыхание известное, оно действительно очень помогает людям, у которых есть внутренние заболевания, боли, острые боли. Помогает поднять или повысить иммунитет. Естественно, импульсивное или качающееся дыхание – это когда человек стоит и качает свой животик, как бы потряхивая себя, при этом дыхание открывается рот и диафрагма начинает раскачиваться вниз и вверх. Данное дыхание является уникальным, так как оно очищает лимфатическую систему, естественно, улучшает иммунитет человека. Я вообще вам хочу сказать, что в большинстве своем у людей, которые живут в городах, очень часто появляется кислородная недостаточность. Очень часто кислородная недостаточность. В случае, если у человека ишемическая болезнь, то вдохи его должны быть длиннее, чем выдохи. Если у человека гипертоническое заболевание, то вдохи должны быть длиннее, чем выдохи должны быть длиннее, чем вдохи. Таким образом, если у человека ишемическое заболевание сердца и сердце не сокращается, то можно брать небольшое количество валидола и через него делать вдохи глубокие, задерживать на очень короткий промежуток времени дыхания. После этого делать мягкий выдох. Как определить, если ишемическое заболевание сердца? С утра очень низкое давление. После употребления таблетки от давления, потому что ишемия обычно это заболевание, которое идет вслед за гипертонической болезнью. В случае, если у человека после утреннего пробуждения появляется очень низкое давление, снижается пульс, человек чувствует общую слабость, то в этот момент он может попрактиковать вот такой вот метод, стимулировать свое сердце. Фактически, после того, когда у женщины появляется климакс, у мужчины проходит период изменения гормонального
выделения гормонов, особенно половых гормонов. Обычно это возраст после 65 у мужчин и после 55 у женщин. В момент появления климакса, снижение в связи с неправильной работой половых органов или желез половых, с уменьшением у мужчин тестостерона, у женщин эстрадиола, прогестерона, появляются вот такие ощущения ригидности мышечной мускулатуры, особенно это касается гладкой мускулатуры. За счет этого, из-за этого происходит снижение тонуса кишечника, так как толстого кишечника появляются запоры, плюс появляется ригидность гладкой мускулатуры, которая в дальнейшем проявляется как ишемическая болезнь сердца. Как проявляется? Поднимаясь по ступенькам, тяжелая, поднимаясь по ступенькам, сумасшедшая задышка. Появляется необычное дыхание, человеку все время не хватает воздуха, ему хочется все время вдохнуть. Так вот, такое дыхание убирается, если человек действительно вдыхает и задерживает на короткое время, на полсекунды, какую-то долю секунды, вот такое дыхание. Делается это так. И после этого выдыхает. И тут же вдох. Таким образом происходит стимуляция сердца. Когда человек дышит, то во время вдоха его сердце сжимается, во время выдоха его сердце расширяется. Таким образом мы дышим, и сердце сжимается вот так. Из одной камеры в другую камеру кровь перешла, и после этого в другую перешла. И после этого освобождение также происходит. То есть 2 удара на один вдох, 2 удара на другой выдох. Таким образом у нас и происходит дыхание. Поэтому, когда у человека дыхание тяжелое, это говорит о сбое ритма сердца. Очень часто люди задают вопрос: Андрей Андреевич, у меня постоянно не хватает энергии с утра, я чувствую себя с утра очень плохо. Что же с этим очень плохо сделать? Почему я себя плохо чувствую? Я обычно говорю такие слова: если вы уже взрослый человек, обращайте внимание на свое сердце. Потому что когда давление поднимается и оно высокое, то у человека не появляется ощущение подъема настроения, подъем сил. У него наоборот появляется ощущение, что хочется прилечь, начинает болеть голова в затылке, после этого появляется апатия, усталость, даже, может быть, даже какие-то апатичные такие состояния, мнительные. У человека появляются болевые синдромы в икрах, болят колени, невозможно поднять руки вверх, болят плечи. Это все высокое давление. Необходимо подойти к зеркалу и посмотреть на свои щеки. Если щеки красные, это говорит о том, что у вас давление поднялось. Люди очень часто путают высокое давление с низким. Я могу вам сказать, что они очень зря это делают, потому что если человек с высоким давлением пьет кофе, то оно еще более поднимается. Эффект кофеина проявляется в том, что кофеин немножко бодрит, но не стоит забывать, что кофе сужает сосуды и поднимает давление, уменьшая объем сердца. Таким образом, стимуляция кофеем сердца при высоком давлении может привести к инфаркту, а также к инсульту. На какое давление необходимо обращать внимание? Давайте я вам и это скажу. У обыкновенного человека давление должно быть таким: 130 на 80. 130 на 80. На что стоит обращать внимание? Обычно стоит обращать внимание и на одно, и на другое. Какие могут быть симптомы? Если то давление, которое 80, становится 90 и становится 110, а не дай бог и 120, то вы находитесь на грани инфаркта сердца. То есть у вас может произойти инфаркт. Если у вас верхнее давление поднимается, они называются, естественно, эти виды давления диастолическое и систолическое. В случае, если верхняя циферка поднимается, то это повод для того, чтобы у вас произошел инсульт. Вы представляете? Поэтому и лечить нужно особым образом. Каким? Итак, первое, что необходимо сделать человеку, у которого поднимается давление, он должен согреть ноги. Согреть ноги. Второе, обязательно лечь. Обязательно, это обязательный порядок. Любые вспышки давления и любое плохое состояние с головокружением, они требуют, чтобы человек занял горизонтальное положение. Горизонтальное положение лучше с лицом вверх. Не нужно в это время ни в коем случае паниковать. А еще в это время нужно ограничивать себя от потребления жидкости. Ограничивать. То есть, если у человека поднимается давление, ему водичка не нужна.
То есть как можно меньше водички. Почему? Очень часто в том, что у человека поднимается давление, это связано с тем, что жидкость остается в организме, поднимается креатинин. Это связано с тем, что почки недостаточно функционируют, их выделительная способность занижена, мочевыводящая способность снижена, и депонация жидкости не происходит из организма. Естественно, в этот момент очень необходимо еще более ограничивать жидкость. То есть человек должен получать еще менее жидкости. Естественно, я вижу уже сейчас людей, у которых есть дисфункция почек, там пилонефриты хронические, там какие-то гидронефрозы, энцефалопатия коры головного мозга, гидроэнцефалопатия – это жидкость в голове. Ну и общая отечность, это видно по человеку. И человек такой приходит и говорит мне: Андрей Андреевич, я выпиваю всего лишь 2 литра воды, может мне переходить к 3 литрам воды? Я обычно улыбаюсь и говорю: вы мне, конечно, не поверите, но вам нужно ограничивать употребление соли, ограничивать употребление воды. Также я хочу вам сказать о продуктах, которые 100% поднимают у человека давление. Первый продукт – это белый хлеб. Белый дрожжевой хлеб. Естественно, люди, у которых поднимается давление, они должны знать, что белый дрожжевой хлеб, вермишель, спагетти, макаронные изделия – это все, что поднимает у человека давление. Конечно, хочется сказать мне: Андрей Андреевич, что вы такое говорите? В Италии живет много людей, они кушают постоянно белый хлеб там, и так далее, они хорошо себя чувствуют, у них давление не поднимается. Я не знаю, как у них там в Италии, и из чего они делают эту вермишелю. А наша вермишель делается из других сортов пшеницы и делается, наверное, с клейковиной какой-то или делается еще с чем-то, с высоким, может быть, я не знаю, содержанием каких-то компонентов, которые поднимают давление. Наш дрожжевой хлеб и наша вермишель поднимает давление у человека, итальянская нет. Поэтому ешьте итальянскую. Но итальянская поднимает у человека глюкозу. Поэтому с итальянской тоже не все легко. Дело в том, что они в муку добавляют сахар. И у них практически вся мука идет с 3-5- и даже 10% добавленного сахара, инулина, глюкозы, фруктозы и там, других компонентов. Они все сладкие, поэтому для них это... Я обратил внимание, что в Италии очень много людей, у которых больные поджелудочные железы. Их очень много. Прямо практически каждый человек, которого я видел, больная поджелудочная железа. Но у нас вот в Украине, допустим, я сегодня утром видел людей в аэропорту, потом видел людей в магазине, куда я заходил, потом вот когда ехал сюда, я обратил внимание, мы болеем, в Украине очень много людей болеет гипертоническим заболеванием сердца. То есть очень много болеет. Почему? Привыкли кушать белый хлеб, понимаете, он у всех на столе. Итак, белый хлеб не стоит кушать. Второе, шоколад не стоит кушать. Да. Шоколад не стоит кушать. Соли нужно кушать как можно меньше. И на ночь не стоит кушать жирную пищу. Это прямо табу. А еще то, что нельзя кушать на ночь. Нельзя кушать жирную пищу и ни в коем случае нельзя принимать никакой алкоголь. Никакой. Ни белое сухое, ни красное, ни там виски, ни коньяк, ничего. На ночь принятый алкоголь в течение следующего дня рано или поздно создаст у вас особенности с повышающимся давлением. Поэтому, если вы не хотите, чтобы давление поднималось, то на ночь никакого алкоголя. Хотите выпивать алкоголь, начинайте в субботу с утра, чтобы закончить к обеду в воскресенье. Таким образом процесс отравления организма произойдет, потом процесс реабилитации от отравления, и вы придете в нормальное состояние. Дальше, какие компоненты, что бы я мог посоветовать? Я могу сказать, что очень долго наблюдая за физиологией людей, которые живут на планете Земля, я убеждаюсь в очередной раз, что множество таких моментов у нас, они связаны с какими-то процессами взаимосвязанными. Допустим, мое мнение выглядит так. Очень часто у человека поднимается давление в том случае, если у него растет глюкоза в крови. Поэтому в случае, если вы имеете высокое давление, отменяйте употребление сладкого. Второе. Очень часто сначала появляется панкреатит и как вторичное заболевание гипертония.
Я еще не видел ни одного совершенно человека, у которого была бы гипертония второй степени, у которого бы при этом не было панкреатита. Поэтому я могу сказать, что, но наблюдая за этими людьми, я могу сказать, что до появления панкреатита сначала появился панкреатит, а спустя 2-3 года начало подниматься давление. Из этого следует вывод, скорее всего, когда у человека поднимается давление, то это является дисфункцией или первопричиной является плохая деятельность поджелудочной железы. Именно поэтому необходимо обращать внимание на продукты питания, которые кушает человек вечером и которые кушает на протяжении дня, для того, чтобы выявить, после каких продуктов все-таки появляется или повышается давление. Дальше. У мужчин повышается давление обычно в утренние часы более, чем в вечерние. У женщин же наоборот. У женщин в вечернее время давление поднимается обычно больше, чем в утренние часы. Поэтому любовь женщин к кофе по утрам хорошая привычка, что мужчинам абсолютно не подходит. Почему так устроен мир? Дело в том, что у мужчин с утра выделяется тестостерон, а вот женские гормоны эстрадиол и прогестерон, их верхний рубеж формирования и выделения происходит в вечерние часы. Это, скорее всего, связано вот с такими физиологическими особенностями нашего функционирования наших организмов. Галина Журавлева пишет. Поэтому я очень часто советую, что в ходе лечения гипертонического заболевания сердца на первое место необходимо ставить лечение поджелудочной железы. Поэтому лечить гипертонию, не обращать внимания на поджелудочную, бессмысленно. Поэтому, если вы болеете гипертоническим заболеванием сердца, то давайте рассматривать кишечник. Насколько он функционирует, нет ли запоров, нет ли эффекта диареи. Вы знаете, что эффект диареи может быть следствием формирующегося очень тяжелого заболевания. Обычно, вы знаете, огромное количество людей болеют диареями и считают, что это хорошо. В Индии даже считают, что диарея это хорошо, так как кишечник работает правильно, он работает стабильно. Считается даже в аюрведе этот кишечник очень хороший. Это глупость. Когда у человека постоянная диарея, когда человек ходит больше 3 раз на протяжении дня по большому, это может быть первыми ласточками тяжело проистекающего заболевания в организме. Высокой кислотности двенадцатиперстного кишечника. Это может быть следствием язвенного заболевания двенадцатиперстного кишечника. Это может быть заболевание сигмовидной кишки. А также это может быть более страшным заболеванием, ну, допустим, таким как заболевание Крона, которое выражается в виде формирования тяжей лимфоузлов вдоль сигмовидной кишки и слепого кишечника. Поэтому я могу сказать, что обращать на это внимание необходимо, очень необходимо. Давайте чуть-чуть отвечу на вопросы и продолжу тему. Галина Журавлева. Скажите, пожалуйста, внуку 3 года, ходит на цыпочках, массаж делаем, заставляем становиться на ступню, не знаем, что делать, подскажите, что это и что делать. В целом это называется абсистентный пирамидальный синдром, вызванный асфиксией во время рождения ребенка. В тот момент, когда ребенок рождался, скорее всего, роды были не стремительными, а затяжными, и у ребенка произошли нарушения центральной нервной деятельности. И то, что он у вас ходит на носочках, это самое настоящее проявление пареза, а ваше заболевание – это детский церебральный паралич. Просто он проявляется в виде пирамидального синдрома с поражениями такими, которые идут по принципу пирамидальных, то есть центральная нервная деятельность сверху, она более активно работает, чем отзыв нервной деятельности, которая двигается к конечностям данного ребенка. Поэтому он не контролирует хождение на ногах, не контролирует наступание на стопу или цыпочку. Почему в пирамидальном синдроме или в абсистентном пирамидальном синдроме есть особенность? Детки ходят на носочках, и они не чувствуют свою стопу. Что же необходимо делать? Дело в том, что таким детям необходимо давать наш препарат. Их 2 у нас. Один называется децепин, а второй называется антипорезин. Децепин и антипорезин. Я очень рекомендую. Купить препарат вы можете прямо на этом сайте, где вы сейчас находитесь, tfd.com.ua.
Давайте еще раз повторю. В случае, если ребенок ходит на носочках, я рекомендую использовать препарат децепин и антипаразит по одной таблетке одного и другого 2 раза в день. Как быстро это исчезнет? Не быстро. Вам придется принимать эти препараты не менее 6-7 месяцев. Также могу сказать, что в случае, если не лечить, то в дальнейшем, возможно, к 20-летнему или 30-летнему возрасту походка улучшится, ребенок начнет контролировать, как бы привыкнет к своей неуправляемой стопе. Но здесь есть минус. Обычно в икроножных мышцах, в ахиллесовом сухожилии все время находится состояние тонуса у такого ребенка. И в случае, если этот ребенок, не дай бог, когда-нибудь будет заниматься спортом, то это 100% приведет к излому тазобедренной кости, голени или к разрушению голеностопа или к разрыву ахиллесового сухожилия. Это очень часто наблюдается. Неврологи наши, они не подготовлены к тому, чтобы без предварительного диагноза абсистентный пирамидальный синдром ставить такой диагноз. То есть медлительная или замедленная реакция нервных окончаний, она не может быть, не может показывать для психолога, вернее, для невролога отклонения. То есть в случае, если они не агрессивной формы, в случае, если там нет ярко выраженного пареза, то тогда невролог обычно не обращает даже на это никакого внимания, к сожалению, хотя и нужно было бы. Вообще могу сказать вам, что многие вот такие исследования, которые делаются в неврологии, некоторые из них уже устарели. То есть есть смысл улучшать неврологию, рассматривать ее с другой позиции, возможно, корректировать ее к настоящим моментам жизни. То есть есть стопроцентные неврологические исследования, такие как там качание в позе Ромберга. Но вот такие неврологические исследования по рефлексам, они обычно не показательные на сегодняшний день. И невролог может упустить развивающееся заболевание или длительно текущее заболевание, там, абсистентный пирамидальный синдром или синдром стянутой голени или стянутой икроножной мышцы, может пропустить. Мне 50 лет, лишнего веса нет. Порекомендуйте что-то из препаратов благостное для профилактики работы сердца и сосудов. Причин для беспокойства нет. Чувствую себя хорошо. Но внутренний голос говорит, надо пропить что-то. Вы правы. Дело в том, что если человеку уже 50 лет, а обычно люди больше 100 не живут, то это говорит о том, что уже есть смысл дожить и прожить еще 50 лет. Обычно, когда человеку исполняется 50 лет, он должен начинать понимать, что время, когда можно было пить и есть, и не спать, и там что угодно делать, он уже начинает за это все нести ответственность после 50-летнего возраста. То есть в случае, если человек до 50 лет спал, когда хотел, там, ел сколько хотел, ел что хотел, там, болел и лечился липовым чаем и не принимал антибиотики, зубы не лечил и так далее. Ходил босиком, там, грудь раскрыта была, поясница раскрыта, там, ни на что не пил сколько хотел алкоголя, там, ни на что не обращал внимания, то с возрастом 50 лет это возраст, когда за предыдущие 50 лет уже пора получать наказание. Поэтому 50 лет мы зарабатываем, а следующие 50 лет обычно лечимся. И ничего с этим сделать нельзя. Даже если мы чувствуем себя хорошо, то это тоже нехорошо. Почему? Потому что очень часто нужно обращать внимание и профилактировать те заболевания, которые в дальнейшем смогут привести к непоправимым, тяжелейшим состояниям. Допустим, я все время говорю о том, что не так безопасно постоянно иметь плохие зубы во рту. То есть люди считают, что ничего страшного, я хожу 10 лет с дырочкой в зубике, и это ни на что не влияет. Я зато зубы чищу. Зря. Почему? Дело в том, что в той дырочке, которая называется кариес, там, скорее всего, появляется синегнойная палочка. И такая синегнойная палочка, она попадает обязательно в кровеносное русло нашего организма. Это инфицирует нас синегнойной палочкой, хламидиозом, инфицирует нас стафилококком, стриптококк-инфекцией, которая постоянно в нашей полости рта находится. А не дай бог у нас будет анемия, или не дай бог у нас какие-то проблемы двенадцатиперстного кишечника, лизоцим слюны уменьшается, и после этого слюна исчезает на фоне анемии, очень часто это происходит. И после этого барьер этот исчезает, и напрямую
микробы в огромном количестве попадают напрямую в наше русло кровеносное через вот такой ущербный или вот такой вот пострадавший или недолеченный зуб. И это очень опасно. Особо опасны зубы, у которых есть дырочка, пульпа уже, там есть уже мешочек с гноем и так далее. Это очень опасно для человека. В дальнейшем именно такой зубик и будет тем началом там, бронхита, герпеса, там, каких-то тяжелейших заболеваний, включая заболевания почек. Я вообще считаю, что если человек носит плохие зубы больше 15 лет, он будет непременно в дальнейшем болеть заболеваниями почек и заболеваниями и поджелудочной железы, и гипертонического заболевания сердца. Ну что ж, вернемся все-таки к этому вопросу. Я очень рекомендую для лечения или для того, чтобы поддержать свое сердце, я рекомендую использовать препарат, называется NSCART. Данный препарат необходимо принимать не только для того, чтобы убирать аритмии или экстрасистолии, или любые нарушения ритма сердца. Кстати, могу сказать, что данный препарат очень хорошо себя зарекомендовал в ходе профилактики и реабилитации нарушений сердечного ритма. Особенно он хорошо работает с молодыми людьми, а также с очень взрослыми людьми. Обычно приходят и говорят, надо же, я 10 лет лечу аритмию, ничего не помогает. Начала принимать NSCART, все прошло. Андрей Андреевич, низкий вам поклон. Хорошо помогает. Это многие люди говорят, он действительно убирает аритмию, и после этого переводит человека в совершенно другое состояние. Надолго у человека исчезает аритмия. Естественно, для профилактики сосудов или заболеваний сосудистых я рекомендую использовать специально для этого созданный препарат Гваргин. Поэтому NSCART и Гваргин. Дальше, как подобрать препараты? Если у вас гипертоническое заболевание сердца, то вам необходимо пропить Реинтона и Тонизон. Дальше, но если у вас, допустим, верхнее давление поднимается, и оно у вас 160, а нижнее 135. Помните, я говорил, это первые признаки того, что может случиться инфаркт. В этом случае необходимо принимать препарат инфарктин. У нас такой препарат есть. Инфарктин. Поэтому, если вы очень часто замечаете, что у вас нижнее давление более сильно поднимается, чем верхнее давление, принимайте инфарктин. Ну а если у вас верхнее давление поднимается чаще, чем нижнее, то есть у вас верхнее 180, а нижнее 95, допустим, или 100, или там 103, то вам необходимо принимать препарат «Здоровые сосуды». Он раньше имел другое название, назывался антиинсульт или стоп-инсульт. Вообще я считаю, что для профилактики лечения инфаркта и для профилактики заболеваний инсульта, для профилактики заболеваний гипертонии необходимо попринимать Тонизон, здоровые сосуды, Гваргин и антиинфаркт по одной таблетке 2 раза в день. Также я могу сказать, что в случае, если вы выбираете большой комплекс приема препаратов, то вы можете... Не нужно их принимать все и сразу. Почему? Сгоряча можно балалайку поломать, говорят. Знаете, именно так наш организм и устроен. Можно в случае, если вы принимаете больше 10 препаратов, можно их разделить на 2 приема или на 3 приема. Не на протяжении дня, а на протяжении недели. Допустим, понедельник и вторник вы принимаете одни препараты. Среда и четверг другие препараты, пятница и суббота третьи препараты, а в воскресенье отдыхаете. Для того, чтобы ваш организм имел возможность реабилитироваться и взять на себя функции предварительной дисфункции. Боже, что я сегодня так тяжело разговариваю? Не спал же, вы понимаете. На целительных сеансах в четверг можно всем присутствующим или только ученикам школы. Могут все присутствующие быть на целительных семинарах в четверг. Это для всех людей сделано. Но одно из условий заключается в том, что эти сеансы, они платные. То есть они не бесплатные. Поэтому оплачивайте, приходите, приводите близких. У подростка аллергический ринит, хронический танзелит. Вы порекомендовали ему мазь Насия, анальный спрей. Мы это принимаем, но стал дышать. Огромное спасибо. А какой препарат ТФ вы посоветуете от хронического танзелита и где хранить препараты?
Препарат Наси и препарат для носа эмбрионазин использовать можно долго, они совершенно безопасны. И хранить их можно на в открытом месте, только с закрытой крышкой. Поэтому в случае, если эмбрионазин не будет у вас лежать в холодильнике, в этом ничего страшного. Эмбрионы, которые находятся в составе этого препарата, не распадают, не разрушаются. Можно ли вылечить полностью танзелит? Можно. Нужно очищение лимфосистемы делать. Наша лимфосистема, она устроена так. Это узлы лимфатические, которые находятся в большом количестве в организме, а также селезенка, которая участвует в очищении нашей лимфы. Поэтому для того, чтобы лечить лимфосистему и лечить, естественно, вот такие проблемы, необходимо использовать наш препарат лимфосорбция и второй препарат Спленлав. То есть это препараты, которые убирают вот такие проблемы, как увеличение лимфатических узлов в паховой области, естественно, в щитовидной железе или вокруг щитовидной железы, вокруг поджелудочной железы. Ну и, естественно, самые распространенные это аденоиды, а также это нарушение дыхания носоглотки, потому что это происходит за счет увеличения узлов. Ну, естественно, по привычке уже мои рекомендации из народной медицины. Я считаю, что легче всего убрать узлы в носоглотке, если человек, допустим, ребенок принимает спиртовой или водорастворимый раствор солодки, корня солодки. Корень солодки великолепно лечит человека от заболеваний танзелита. Дальше, одно из лучших средств – это семена укропа, которые можно кушать в большом количестве или заставлять ребенка кушать. Также хочу вам сказать, хотите вылечить нос, сделайте так, чтобы у вас была приправа из семян укропа постоянно на столе. Если вы будете семена укропа добавлять в суп, в борщ, в щи, добавлять в любые продукты питания, могу сказать, что это не очень вкусно, потому что они имеют специфический, не очень вкусный такой запах. Тем не менее, если заставить ребенка каждый день после приема пищи съедать хотя бы 10-15 зерен укропа, то в дальнейшем вылечится нос, и человек никогда болеть не будет. Но они вкусные на самом деле. Я в свое время делал для Эдуарда, своего сына, его сегодня нет. У него такие были жуткие сопли, и он где-то лет до, наверное, 5-6, мы не могли вылечить ему гаймориты. То есть ребенок постоянно болел. Я для него собрал у своей мамы на огороде укроп, вот большие семечки, натрамбовал полную банку. Вот сейчас у сестры спрашиваем: Оксана, помнишь, какие у Эдика сопли были? Это аж страшно было, они аж фиолетово-зеленого цвета были, знаете. Причем он сморкался все время, с утра до ночи сопли, с утра до ночи. Был маленький, сопли вылечить не могли. Предлагали аденоиды убирать и там что только не предлагали. Что я решил сделать? Я собрал целую банку укропных семян, залил их водкой, они настоялись на протяжении 1 месяца, и дальше давал ребенку вот данный сиропчик. Таким образом, брал 1 чайную ложку и разводил в стакане компота или стакане воды. И давал ему пить. И за 1 месяц убрал сопли полностью. По сей день ребенок не знает проблем с носом. Я уже раньше говорил по поводу этих укропных семян. Действительно очень хороший рецепт. Андрей Андреевич, давление 140 на 105. Врачи не могут 10 лет вылечить. Скажите, как вылечить? Я считаю, что нужно начинать с поджелудочной железы. Помните, я сегодня об этом говорил. Нужно принимать препарат Панкрисорб. Второе. Нужно принимать препарат Инфарктин, а также здоровые сосуды, Тонизон и Рейнтону. Давайте я еще раз перечислю препараты. Препараты Инфарктин, здоровые сосуды, Тонизон, Рейнтона. Это Панкрисорб, то есть это комплекс лечения заболеваний, связанных с гипертонией, особенно вот такой злокачественной. На самом деле вот такая гипертония очень опасная, когда поднимается 140, а нижнее давление 105. Почему? Не так опасно, когда 120 на 140. Не так опасно. Почему? Разрыв между нижним давлением и верхним небольшой, хотя опасно. Но в случае, если разрыв увеличивается, то тогда происходит разная работа
происходят такие микроинфарктные состояния, и может произойти микроинфаркт сосудов коры головного мозга, инфаркт сосудов сердца, может произойти коронарный инфаркт, может произойти ряд таких проблем появляется у человека. Ну и они опасны, естественно, потому что после каждого такого удара у человека происходит длительная реабилитация. Такие заболевания, как гипертоническое заболевание сердца, очень часто скрывается, и человек воспринимает его немножечко по-другому. Допустим, очень отекшие ноги. И человек говорит, у меня очень отекшие ноги. Приходит к терапевту, тот назначает ему препараты для лечения отека ног. То есть назначает ему препараты мочегонные. При этом человек болеет сердечной астмой или просто гипертоническим заболеванием сердца 3-й степени. При гипертоническом заболевании 3-й степени отек ног – естественное состояние. Отек рук – естественное состояние. Понимаете? Естественно, то, что люди отекают, болит затылок – гипертония, глаза пекут – гипертония, затылок сверху печет перед сном – гипертония, ноги пекут – гипертония, слабость в руках, сил нет – гипертония. Вот. А если гипертония, первопричина – панкреатит. А как панкреатит? Что больше всего ненавидит поджелудочная железа? Муку. А что любит? Мясо. А что не любит еще из мяса? Сало не любит. А что любит? Любит сухое, грудинку любит. То есть любит мясо из курицы, такое сухое, без жира, без ничего. Потому что она хочет работать. Сейчас я делаю препарат такой, он будет называться Hubble. Его уже сегодня привезут, его можно будет уже заказывать. Это препарат без аналогов мировых, сделан из порошка, из красного пигмента помидоров, из пигмента бетулин и пигмента хлорофилл. Таким образом, три абсолютных антиоксиданта соединены в одно вот такое семечко. Какой будет эффект от этого препарата? Мощнейшее антиоксидантное действие должно будет убирать липопротеиды высокой и низкой плотности. Также будет убирать холестерин в случае, если он такой злокачественный, очень мешающий жить. Жировую дисплазию. Также я считаю, что данный препарат, по идее, может работать с тем, чтобы человек худел. Hubble уже сегодня появится. Я его жду, его сегодня привезут. У подростка аллергический ринит и хронический танзелит. А я уже ответил, на этот вопрос. Какие самые важные препараты от ВИЧ, а также герпесной инфекции? Я считаю, что ВИЧ излечимое заболевание. Вы представляете? Я считаю. Но я этого никогда в медицинских кругах такого заявления не дам. Я считаю по сей день ВИЧ излечимым заболеванием. Также много вопросов возникает по идентификации данного заболевания. Я считаю, что сама идея идентифицирования данного заболевания, она не уникальна, с ней можно спорить, то есть она где-то не очень может быть, я не говорю правдиво, я говорю, что у нее есть свои какие-то сложности. Дело в том, что по идее, если ВИЧ является неизлечимым заболеванием, то люди, которые болеют ВИЧ-инфекцией, они не должны излечиться, правильно? Но у меня есть много таких пациентов, у которых была ВИЧ-инфекция, и спустя 6 или 7 лет после рождения ребенка, или после поездки, длительного проживания, вот у меня была женщина, она жила долго в Таиланде. После того, когда они приехали, у них в очередной раз, когда они сдали анализ на наличие ВИЧ-инфекции, то ВИЧ-инфекцию не обнаружили. Тогда можно ли сказать, что данное заболевание было диагностировано неправильно? Также я могу сказать, что на сегодняшний день есть ряд случаев, когда ВИЧ-инфекция обнаруживается у детей. Вы представляете, каких детей? Очень интересная история. Есть девочка, она девственница, инвитро, и она из Николаевской области. У нее в семье не пьющие все, очень хорошие родители, отец родной, мать родная, ВИЧем не болели. Девочка, обыкновенная школьница, посещает занятия, в школе дети все здоровые. В деревне ни одного случая ВИЧ-инфицирования не было никогда, то есть никто никогда не заражался. А живут в такой местности.
У ребенка начали появляться лимфоузлы в паховой области, лимфоузлы в грудной области. У девочки не было никогда никаких операций, ей никогда не делали маникюр и никогда не лечили зубы. Пересадку кровь брали только в детском садике там для чего-то. Лор-инфекциями не болела, гайморитом не болела, не отягощена никакими заболеваниями. И после этого у нее обнаружили ВИЧ-инфекцию. У родителей был моральный шок. Как это произошло? Вот объяснения дать не могут по сей день. То есть можно ли сказать, что это неправильная диагностика? Неизвестно. Можно ли сказать, что ВИЧ-инфекция недостаточно изучена и, возможно, это может привести или прийти за счет каких-то автоиммунных заболеваний, а возможно за счет радиации, там, ну еще чего-то, вы представляете? То есть это все. Кстати, хочу сказать немножко о радиации. В случае, если у человека происходит сильное облучение, то у него сразу же снижается иммунитет. Люди, которые живут на территории Белоруссии, Казахстана, Кировоградской области, а сейчас изменили этот город, называется Крапивницкой области, да, нужно говорить правильно, потому что мне уже писали письмо из, ну, наверное, можно сказать, из органов правительства Украины. И говорили о том, что я должен называть правильно города, не упоминать там президентов, не говорить там о каких-то там элементах и так далее. То есть это целое письмо-ультиматум такое было. Естественно, я все проглотил, обещаю ничего об этом не говорить. Я считаю, они самые лучшие. Я вообще считаю, что город Крапивницкий нужно переименовать в город Порошенко. Я считаю, что этот человек много сделал для Украины, он спас страну от беды, и пусть он так и называется теперь. Вот, один Луценко город, область Луценковская. Итак, никто не против, все, проголосовали. Это не важно. Нас еще никогда не спрашивали, когда хотели, когда переименовывали, никого не спрашивали. Поэтому вас не спрашивали, когда захотели переименовать в Крапивницкий, видите? Вас же не спросили, просто переименовали и все. А если людям не нравится? Я знаю, если государство связано с людьми, то пусть люди принимают решение в момент желания переименовать, правильно? Не должен это делать один человек. Должен быть создан референдум среди тех людей, которые занимаются или живут в этом городе. Даже среди тех людей, которым удобно пользоваться улицей с названием там Щорса, допустим, да. Уже каким образом там перешли кому-то дорогу? Уже Киров уже кому-то дорогу перешел. Ужас какой-то. Ну ладно, молодцы. Я не о правительстве хочу сказать, я хочу сказать свое мнение. Людям, которые находятся у власти, им нет необходимости воровать. Если бы у них были знания, как зарабатывать, они были бы более богатыми людьми, чем есть, да. Они были бы более богатыми. Просто что-то у них заложено и так заточена сама система, что она заставляет этих людей не зарабатывать, а воровать. Мне надо было дрожать. Кому? Дрожать им. Дрожать? Конечно. Не надо было. Ну, воровать как раз, когда воруешь, вот в этот момент ты боишься. Сама система очень хорошая. Вы знаете, что наша система демократическая, которая есть в этих странах, она великолепная, она для людей. Я сейчас был в Италии, там такая же система, она тоже целиком связана с высокими налогами, там с плохим отношением. Но вы представляете, там умудряются дать бесплатное образование, дать бесплатное здравоохранение, там даже операции бесплатно делают. При этом продукты питания дешевле, чем в Украине, чем в Киеве, представляете? Там проезд дешевле, чем в Украине, продукты питания дешевле, чем в Украине. Конечно, немножечко в шоке. Почему? Рестораны дешевле, люди более расслабленные, потому что они понимают, есть программы досмотра престарелых людей. Знаете, получается, страна практически аграрная, умеет хорошо жить, в отличие от страны, у которой есть металлургия и промышленность угольная, которая почему-то этого не... И говорят, реформы, нужно срочно реформировать. Что-то странно.
Мне 60 лет, уже много лет высокое давление. Сразу после пробуждения 140 на 90. Если 140 на 90 после пробуждения, это говорит о том, что у вас, скорее всего, ночью поднимается глюкоза в крови. Необходимо принимать препараты на ночь, которые будут снижать глюкозу. Какие это препараты? Хотите, дам совет? Чтобы глюкоза ночью не поднималась, человек должен перед самым сном взять белый хлеб. О, скажете, как же белый хлеб? Тем не менее, хочу вам сказать, берите белый хлеб, намазывайте его тонким слоем масла и сверху тонким слоем меда. И очень медленно съедайте перед самым сном. Можно запить чаем, только не зеленым. Зеленый на ночь поднимет кислотность. Вы знаете, что зеленый чай очень поднимает кислотность? Нет, зеленый. В том случае, если у человека очень высокая кислотность, то питье зеленого чая ее еще более поднимает. Но зеленый чай, поднимая кислотность, справляется с холестерином, который находится в крови. А вообще, чтобы не поднималась кислотность, выливайте заварку первого зеленого чая. Тогда вторая заварка, она снижает и холестерин, и снижает кислотность. Даже в Китае говорят, что первый чай для молодых, а второй чай для мудрых или там взрослых, а третий чай для стариков. Ну, правильно, да. Дело в том, что после выделения, вот это масло, которое находится в зеленом чае, оно выделяется исключительно только после третьей заварки. Вы представляете? Потом смотришь на остывший чай, и сверху плавает прямо такой пленочка из масла. Вот эта пленочка из масла самая полезная среди всего, что было в чае. Вот эта пленочка есть масло чайного растения. Этого. Надо поставить, чтобы она отстояла. Конечно, и после этого не остывало, вот в горячем виде выпить. Это то, что вы выпьете в горячем виде, очень поможет при таких заболеваниях, как заходите. При таких заболеваниях, как заболевания мочеполовой системы, инфекции мочеполовых путей, пилонефриты и так далее, заболевания почек. После операции на десне опять образовалась киста болезненная. Что делать? У нас есть препарат такой, называется каолин. Можно брать каолин, его делать в виде пасты на ватку и прикладывать или обкладывать всю десну. Обкладывать всю десну. Очень хороший такой есть, очень хороший метод. Берете картофель и его поджариваете на сковороде, чтобы он очень сильно поджарился, но с кожурой. То есть разрезали на две половины сырую картошку и ее поджарили, чтобы она обуглилась, в духовке можно. Потом берете одной стороной и тепленькую картошку приматываете обугленной стороной к щеке, там где есть киста, на 1 час. На 1 час. После этого сама киста рассасывается. Также хороши примочки с уксусом столовым 9%. Дальше мази хорошо использовать, троксивазин. Из наших мазей хорошо варикозиновый бальзам. Почему киста образовалась? Киста образовалась исключительно из-за того, что гематома появилась, то есть вырвали, после этого гематома появилась, произошло там поражение сосудов и так далее. Это нормально, киста должна появляться часто. Если мой вопрос неуместен, насчет УЗИ при беременности, по показаниям пришлось сделать 6 раз, срок только 14 недель, причем 2 скрининга делала с интервалом 3 дня. Врачи по-разному говорят. Кто-то вредно или нельзя, кто-то может хоть каждый день. Можете ли вы предсказать ваше мнение? При УЗИ чувствует ребенок, можно ли ему навредить при беременности? Дело в том, что здесь особенность такая, она связана с непониманием врача и несения врачом ответственности при сопровождении на женской консультации женщины, у которой проходит беременность. Таким образом, в случае, если женщина во время беременности находится на учете, то не дай бог, если что-то случится с этим ребенком, это в дальнейшем может сказаться плохо на том враче, который там находится. Естественно, ни один врач не хочет рисковать. Среди этих врачей обычно, обычный контингент этих врачей – это женщины взрослые, которым там 50 лет, 60 лет, и бывает и старше. Естественно, эти женщины, они сами по себе мнительные, несмотря на то, что они врачи. Каждый из них понимает, понимаете, что УЗИ это безопасно, но мнительность
создает, знаете, лучше не надо. Лучше не надо. А я хочу вам сказать, что это абсолютно безвредно. Любое УЗИ на любом сроке абсолютно безвредно для ребенка. Я считаю, что это никак не влияет на ребенка. Я считаю, что рентгеновское излучение на ранних сроках беременности вредно, может привести к выкидышу. Также я считаю, что нельзя делать рентген детям, у которых или женщинам, у которых не было детей, потому что я считаю, что рентгеновское излучение может привести к стерилизации такого ребенка, ну, такого человека. Вы знаете, что Менгеле когда-то ставил эксперименты над людьми и стерилизовал монашек тем, что многократно их облучал рентгеновским излучением, причем безопасным, то есть в пределах нормы. Таким образом, 10-20 рентгеновских облучений, а у нас, знаете, как было в стране раньше, там каждый год нужно сдать рентген. Вот, каждый год рентген, и после этого, бесплодное, понимаете. Зачем они это делали? Ну вот, можно догадаться. Видимо, это связано было с какими-то особенностями такими. А ведь самая большая структура – это все-таки грудная клетка. То есть рентген грудной клетки при флюорографии в дальнейшем может привести к тому, что у девочка может оказаться бесплодной. Естественно, никто об этом не говорит, но есть же исследования. Там можно зайти и почитать. Доктор Менгеле, исследования. Наверное, не надо, чтобы вас это не пугало. Доктор Менгеле, где он был, в каком концентрационном лагере? Аушвиц в Польше. То есть в Аушвице в Польше он делал эксперименты тем, что облучал рентгеновским излучением монашек обычно, и они потом никогда не могли уже рожать детей. Таким образом, было доказано в виде экспериментально поставленных на людях опытах, что рентгеновское облучение приводит к импотенции, а также к невозможности зачатия ребенка. Это многократно было подтверждено спустя годы. Но, естественно, сами эксперименты эти, они считаются нелегитимными, считаются закрытыми, и на них не обращают внимания. Очень напрасно. Я считаю, что даже безвредный рентген не такой безопасный для человека, как хотелось бы или как кажется. Также я могу сказать, что рентгеновское излучение надолго откладывается в нашем организме и находится в такой латентной форме, может находиться в латентной форме, находясь в костной системе, в тазобедренных костях, там, в мозге, в тканях печени и так далее. Помните рыбу треска? Говорят, не кушайте рыбу треска. Почему? Потому что в печени находится большое количество радиации. Ну а вы представляете, ловят треску, после этого исследуют мясо, оно чистое. Потом исследуют печень, и действительно в печени очень много радиоактивного фона. И это говорит о том, что это говорит о том, что в большинстве своем разные организмы, они могут гипотетически накапливать где-то элементы радиации или там распада, либо элементы там токсины и так далее. Но больше всего это, наверное, умудряется делать печень. Естественно, есть ли препараты, которые могут убирать радиацию? Раз я сегодня заговорил о радиации, хочу посоветовать препарат. Такой препарат есть в нашей компании, он называется ЕМА. ЕМА. Это потрясающий препарат с ужасным просто вкусом. Чем интересен препарат? Он является уникальным, потому что он убирает холестерин и белковые бляшки из сосудов в случае, если есть такие проблемы сосудистого характера. Его принимают обычно вот в такой профилактической дозе. 1 чайная ложка на 1 стакан воды, 1 раз в день, долго, хотя бы 2 месяца. Очень улучшается самочувствие. Очень улучшается самочувствие. Да, не может, надо уменьшить дозу, там очень высокая концентрация. Можно уменьшить дозу так, набрать шприц данный препарат и его просто капать так в воду, чтобы по капелькам пить. И тогда там в рюмочку 1 капельку размешать и пить, понимаете. Нужно научиться, он действительно очень-очень хорошо работает. Он просто у нас продается в очень высокой концентрации. Мы концентрацию уменьшим. Здравствуйте все, здоровья всем. У меня С5OH, ЗНО, карцинома, я понял.
прооперирована, прошла химиотерапию, чтобы вы могли мне порекомендовать, чтобы не было дальнейшего развития. Я очень хочу порекомендовать тем людям, которые проходят химиотерапию, ряд моих препаратов. Первый препарат – это изотон. Вы, наверное, знаете уже о нем. Полное название – изотизон, метасозон, барбаран. Это препарат, который убирает у человека или который метит или попадает в онкологические клетки. И кстати, по поводу токсичности этого препарата. Данный препарат совершенно не токсичный. То есть его можно пить сколько захочешь в самом невероятном количестве, и он никак не влияет на человека. Он в том же виде, в котором вы выпиваете 200 граммов из вас этого препарата выходит. То есть он не переваривается никак. Вопрос, как же он может помочь? Данный препарат проникает после разбрызгивания в ротовую полость или при применении перорально, проникает в организм человека и через 15 минут находится или его метки, или его остатки, или его сам этот препарат можно обнаружить в самых глубоких тканях, причем уже через 15 минут. Особенность препарата заключается вот в чем. В случае, если это ткани нашего организма, то никак не влияет, но в случае, если это злокачественные ткани, то эти злокачественные ткани, у них меняется ДНК и РНК за счет магнитной полюсной резонации, то есть их полюсность ДНК меняется. Таким образом, клетка, которая была не видна нашим организмом или была спрятана от иммунитета нашего организма, становится видимой для нашего организма, и наши клетки Т-киллеры, эзонофаги, там, клетки, лейкоциты, они умудряются, иммуноглобулины, они начинают видеть, ну, я грубо говорю, они начинают идентифицировать данные клетки и после этого начинают с ними справляться. Я считаю этот препарат уникальным при лечении и даже профилактики, и предупреждении, и, возможно, даже реабилитации химиотерапевтического эффекта. Я считаю, что данный препарат необходимо использовать наряду с лечением во время химиотерапии, потому что это создаст улучшенный эффект химиотерапии. Таким образом, клетки будут идентифицироваться, и химиотерапия сможет помочь человеку. Почему? Очень часто во время проведения химиотерапии мы стреляем или тыкаем в небо пальцем в надежде, что палец укажет в северную звезду. Так и лечение химиотерапии новообразований. То есть мы лечим все клетки. А почему наш организм не может справиться с этими клетками? Потому что он их не видит. Они такие же, как наши клетки. Они спрятаны. И препарат изотон, он умудряется эти клетки референтировать и после этого идентифицировать. И после этого меняет у них вот такую поляризацию, ионизацию. Появляется некий эффект, который называется эффект люминесценции. Таким образом, наши клеточки, которые уже не наши, которые в нашем организме приклеились, как рыба прилипала к акуле и приклеились к нашим органам или к нашим клеткам крови, или находятся где-то в виде какой-то колонии, они становятся другими, чужими, и наш организм их идентифицирует. Конечно же, когда враг известен, когда он имеет одежду врага, то тогда армия с легкостью может этого врага уничтожить. Правильно? Наша армия в виде нашей иммунной деятельности или иммунной системы с легкостью может расправиться с вирусом в случае, если он предварительно идентифицирован. Поэтому я рекомендую принимать препарат изотон нашей компании по чайной ложке 3 раза в день во время прохождения химиотерапии. Эффект, во-первых, меньше химиотерапии нужно будет сделать, во-вторых, эффект лечения будет более ярким. Второй препарат, который я советую, бетулин. Мы сейчас уже делаем бетулин в большом количестве достаточно. Вообще очень интересный препарат. Кристаллическое органическое вещество открыто ловится в березовой воде, содержащей также в березовом дегте. Открываем любую литературу, которая связана с лечением человека, и там оказывается, что практически там заболевания костей, заболевания суставов, заболевания кожи, трофические язвы, плохой иммунитет, хороший иммунитет, все лечится березовым дегтем. А в березовом дегте очень высокое содержание как раз бетулина. Вы представляете?
Когда-то я уже рассказывал на одном из вебинаров о женщине, которая из Америки, это Мила, и она очень знаменитый специалист в области клеточной микробиологии, и я ей задал такой вопрос: Мила, скажите, почему лимонный сок ощелачивает кишечник? А ведь он, по идее, кислый и должен этот кишечник закислить. Она мне сказала то, на что ответ, который я не ожидал, и именно поэтому я прислушался к ней. Она мне сказала: Андрей Ильич, дело в том, что вот этот лимонный сок, он не имеет никакого значения. Имеет значение пигмент, который находится в соке лимона. Там находится пигмент, который окрашивает кожуру в желтый цвет. Пигмент, который попадает и из которого состоит данный лимон. И вот этот пигмент, он и ощелачивает кишечник. Она говорит, дело в том, что в Америке выделяются сейчас огромные деньги, сумасшедшие деньги просто, на изучение пигментов. А также на сегодняшний день есть уже ряд клиник, такие как клиника в Сербии, клиника в Чехословакии, знаменитого профессора, я не хочу о нем просто, не хочу вслух произносить его фамилию. Почему? Он делает громкие заявления, но я ничего доказать не могу, и опровергнуть, поэтому не хотелось бы вас направлять, может быть, по ложному пути. Но данный человек пытается лечить людей, используя 5 естественных пигментов. Это пигмент розового, это пигмент хлорофилл, пигмент бетулин, пигмент синий хлорофилл какой-то, пигмент еще из чего-то. Таким образом он сделал пигменты, использует сухие натуральные порошки, красители, и вот этими порошками-красителями, соединяя их между собой, пробует лечить людей. У него достаточно эффективно это получается делать. То есть на его счету есть выздоровевшие люди, у которых исчезло заболевание, гепатит, заболевание туберкулез, заболевание СПИД, он сейчас это популяризирует. Но я могу сказать, что изучение пигментов, оно, как и изучение масел в медицине, достаточно такая белая сторона или неизученная еще сторона. Дело в том, что растения, практически все растения, имеют в середине себя определенный пигмент. Так кора ивы имеет пигмент желтого цвета, так помидор имеет пигмент красного цвета, буряк имеет пигмент буряка красного цвета. И вот эти пигменты, они воздействуют на наш организм гораздо эффективнее, в сотни раз эффективнее, чем и арома масла и так далее. Но особенность экологического создания пигмента, в отличие от производства более больших порций пигмента, она существенно отличается, и предложения на рынке, они не очень важны, поэтому у меня и появилась идея, почему бы не делать экологически чистые пигменты. Допустим, некоторые белорусские и российские компании сейчас предлагают пигмент белой березы, растворимый в воде. Хочу сразу же сказать, пигмент белой березы бетулин не водорастворимый и не растворим в жидкостях и в спиртах. Тогда скажите, как же он может раствориться в воде тогда, если он жиронерастворимый и водонерастворимый? Не может, правильно? Тогда что же они продают? Тоже непонятно. То есть что они продают, что они растворили, что они продают. А они пишут 90%. Если бы они почитали, то они бы почитали и могли бы прочитать. А там написано: бетулин, порошок белого цвета, имеет плотную текстуру, структуру, твердый порошок. Естественно, когда человек принимает данный порошок, он растворяется исключительно ферментами поджелудочной железы, в том числе ферментом соляной кислоты. Вот он в соляной кислоте, его растворить можно. Но его же нельзя продавать в соляной кислоте для употребления перорально, правильно? Это может привести к тяжелейшим поражениям слизистой оболочки. Бетулин представляет бесцветные призмы, не имеющие запахи, спокойно возгонятся в кристаллах. Температура плавления 258 по Гауссману. В воде не растворим, растворяется в кипящем алкоголе. Началось. Алкоголе, эфире, хлороформе, бензоле, едком калии, альмагаме, натрии. На него не действует при сухой перегонке. Получается масло с запахом юфти, содержащее ангидрид бетулина. Да, и делается так бетулиновая кислота, а также бетулиномаровая кислота и бетулоновая кислота. Наша компания сделает, если
Я успею даже до Нового года и битулиномаровую, и битулоновую кислоту, которую можно будет использовать в дальнейшем при применении в виде капель. Чем они хороши? Потрясающие средства для похудения и омоложения организма. Тем не менее, могу сказать немножко о битулине. Один из самых уникальных препаратов, если изучать людей, которые изучали битулин, то есть целые работы, которые запатентированы, включая патенты Российской Федерации. Это лечение битулином, я хочу еще раз сказать, лечение битулином гепатитов всех производных. Это патенты. То есть, но здесь особенность. Очень важно произвести битулин с очень высокой очисткой. А те компоненты, которые советуют другие компании, допустим, китайские компании. Вот я сейчас открыл bitulica.com, производитель битулина на территории Российской Федерации. Битулин, чистота 95%. Продукт высокой степени очистки, в котором 95%, а у нас 98%. А у нас 98, и там 23. И есть анализы, я их выложу на нашем сайте. А еще, остальные 5% что? А остальные 5% это остатки растворителя. А растворитель хлороформ, допустим, в нем находится ртуть, мышьяк. Понимаете, он же токсичный, ядовитый. А что ж потом человек может наесться? И что, битулином печень полечим, зато убьем ее после этого ртутью какой-нибудь? Ну, мне не нравится, конечно. Я попробую посмотреть, как выглядит этот продукт. Нету здесь образца продукта. Вот видите, они тут же пишут: экстракт березы битулин. Хочу вам сказать, технические условия, не может битулин называться экстрактом. Давайте еще раз скажу. Вот компания эта, она поместила здесь ограниченной ответственностью битулика. Экстракт березы, битулин, технические условия. Я хочу вам сказать, битулин не может быть экстрактом березы. Экстракция происходит в экстракторах. Это жидкий раствор, заваренная многократно коры. Заваренная многократно кора, она не имеет битулин в процентном соотношении 95%. Это просто жидкость, в которой есть все компоненты, которые находятся в коре, а их там много. Это и деготь, это и битулиновая кислота, и битулин, и там какие-то соответствующие аминокислоты, которые находятся в коре. Я хочу вам сказать, что битулин – это вещество, и его добыть очень сложно. И это не экстракт, это пигмент. То есть свидетельство должно выглядеть так. Пигмент бересты березы, битулин, пигмент. Вот так. Можно ли его купить? Ну, естественно, люди попадаются, после этого начинают покупать битулин, а он плохого действия, это жидкость какая-то. Вот я сейчас ввожу битулин и пробую смотреть, в каком виде они пробуют это нам продавать. Ну и сразу же я вижу, что они продают жидкий экстракт. Но его не может быть жидкого экстракта, понимаете? Не может быть жидкого экстракта. Если это жидкая форма, то это алкоформа. Есть гомеопатические гомеопатические средства, там, где битулина очень маленькое количество. Есть компания, которая находится на территории Беларуси, но я пытался, и они здесь показали битулин, как он у них выглядит во флаконах. Экстракт бересты сухой, битулин, чистота 98%. Опять-таки, почему они пишут экстракт бересты сухой? Ведь это же не экстракт бересты сухой. Ведь экстракт бересты сухой – это предварительно многократно заваренная в экстракторе кора. После этого эта жидкость используется, потому что ее накладывают, там, допустим, на кальций, содержащий какой-нибудь компонент. Там, допустим, сделали экстракт, и после этого добавили в него компоненты, которые в дальнейшем будут в середине держать этот экстракт. То есть, если это экстракт, то он сухой, то это может быть там 75% мела, там 20% инулина, там какого-нибудь, будь чего.
и после этого там капсулята, может, какого-нибудь даже китайского. А все остальное это, возможно, экстракт сухой березы, но это точно не было никогда ботулином. Конечно же, здесь больше разговаривают, наверное, люди о рекламе, знаете, и в целом не очень соответствует с тем, вводят людей в заблуждение, и не очень соответствует это правдивости или честности. У меня в правой почке небольшой камень. Можно ли каким-то препаратом растворить его и вылечить? Врач прописал только канифрон. А канифрон это, кстати, такой препарат, который делается из трав. Вы в курсе? Лучше нашими травами лечиться, они достаточно эффективны. Могут ли они убрать? У меня после химиотерапии обе почки были закрыты большими новообразованиями. В прошлом году я исследовал еще раз, делал УЗИ органов внутренних, и печень без камней, и желчный пузырь без камней, и почки без камней и так далее. Все без камней. Почему? Потому что я принимал препараты Ринокс, Панкрисор, Прокшалан, принимал препараты Магнумцит, ЕМА, то есть препараты, которые очищают почки. Также я считаю, что у нас есть препарат, называется он Уралис, он убирает камни в почках, Ринокс. Диагноз 24 года, синдром раздраженного кишечника, диарейный тип. Не могу кушать, даже если не приняла таблетки. Пожалуйста, как можно успокоить моторику? Ваша моторика является следствием развивающегося заболевания. Возможно, это заболевание Крона. Возможно, это даже формирующееся заболевание Крона. Ага, Крона. Заболевание. Читаю. Болезнь Крона. Хронс дисес. Гранулематозный энтерит. Региональный энтерит. Трансмуральный илиит. Регионально-терминальный илиит. Тяжелая хроническая опосредованное гранулематозное воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, которое может поражать все его отделы. Заканчивается преимущественно прямой кишкой с преимуществом поражения терминального отрезка подвздошной кишки или аколитом в 50 случаях, 50%. Характеризуется трансмуральным, то есть затрагивает все слои пищеварительной трубки, воспалением, лимфоденитом, образование язвы рубцов стенки кишки. Болезнь Крона бывает и у взрослых, и у детей. Вместе с имеющим много патофизиологических, эпидемиологических характеристик язвенным колитом образовывают группу воспалительных заболеваний кишечника. До настоящего времени точная причина болезни Крона остается неизвестной. Среди причин называют наследственные, генетические, инфекционные, иммунологические факторы. Я могу сказать, что в Америке заболеванием Крона люди болеют чаще, чем на территории наших стран. С чем это связано? Использование в Америке консервантов в ходе изготовления пищи гораздо больше, чем использование консервантов в наших странах. Таким образом, можно сказать, что наличие нечистой, приготовленной где-то пищи. Я хочу вам сказать, больше готовьте дома пищи. Готовьте исключительно домашнюю пищу. Не кушайте старайтесь ничего не кушать с магазинов. Старайтесь сделать так, чтобы молоко было естественным, если возможно. Чтобы мясо было не в консервах. Не ешьте колбасные изделия ни в коем случае. Дальше, что может вылечить данное заболевание? На 100% у нас есть препарат, называется препарат Поркус. Данный коктус, да. Поркус коктус – это препарат, который был создан принципиально для лечения именно этого заболевания. Вообще великолепно работает. Я хочу сказать вам, что необходимо принимать панкрисор, каолин и поркус коктус. Тогда вы забудете о том, что у вас диарея когда-либо была. У меня в правой почке камень, пейте уралис и манкулит. Можно порошок белого чая проглатывать без сливочного масла? Да, можно. Аккуратно с порошками зеленого чая. Они достаточно токсичны и могут вызвать появление изъязвлений в пищеводе и в желудке. Именно поэтому их и применяют с кусочком масла. Потому что если с маслом, то может изъязвление не получиться. А так небольшое количество останется этого порошка на пищеводе, и там появится язва. В дальнейшем превратится в ложный круп какой-нибудь там.
Извиняюсь, но про препараты от ВИЧ и герпеса вы не сказали. Итак, возвращаемся к этому вопросу. Это препарат изотон, бетулин, канцерамидин. Изотон, бетулин, канцерамидин, амигдалин. Дальше германий. А еще жидкий прополис, который мы сделали, который я сегодня жду, потому что он должен до вечера приехать. Жданов очень успешно выступал по поводу жидкого прополиса. То есть он говорил о том, что жидкий прополис уникальный препарат и так далее. Я с ним согласен. Жидкий прополис достаточно уникальный препарат. Я сейчас хочу сделать еще один препарат. На следующей неделе, если я успею, я его покажу. Это особого вида выделенная аминокислота из дрожжей. То есть я о ней рассказывал на прошлом семинаре. Очень интересная идея. Она полностью подходит для нашего кишечника и может являться тем, что может очень быстро восстанавливать способности нашего кишечника воспроизводить иммунные клетки. И я считаю, что это может быть новым витком вообще в лечении человека. Я вообще считаю, что большинство заболеваний, которые есть у человека, они все-таки связаны с нервной системой, а 50% связаны с пищеварительной системой. Очень правильно обращать внимание, и какими руками вы кушаете, и насколько у вас чистая посуда, нет ли загрязнений у вас жирами, нет ли загрязнений у вас гниющими жирами, нет ли остатков мыльной среды, которая может оставаться, не остается ли глицерин на тарелке у вас. Понимаете, сейчас продаются фэри там всевозможные, и очень часто хозяйка смыла, а остаток этого остается. Если взять микроскоп и окрасить, то мы можем эти следы в виде пятен на тарелке находить. Вы представляете? Конечно же, что с этим делать, да? Но это же все наше здоровье, понимаете? Какие есть соль? Вот я недавно узнал о том, что во всех производственных предприятиях есть большая проблема. Измельченную поваренную соль необходимо пересыпать в коробки. И эта соль в коробке не пересыпается. И для того, чтобы эта соль пересыпалась, они добавляют цианид калия в очень маленькой... Роданистый калий, который разлагается. Роданистый калий, да? Да, потом он разлагается. Вы представляете, они добавляют роданистый калий в небольшом количестве, который распадается на цианиды, когда попадает в соль. Скажите, вы знаете, что мы с солью употребляем большое количество ядовитых веществ, а там идет такой процент, 1,5% они добавляют, представляете? То есть вы покупаете соль, и она выглядит так, 99%, вернее 98,5% соли, а остальное это радаристый, или как он называется, калий, который потом превращается в цианиды, а в соли он не распадается. Потому что в соли жидкости нет, а, как известно, для того, чтобы он распался, необходимо, чтобы жидкость появилась. Потому что, насколько я понимаю, вот такой радаристый калий, он должен распадаться от появления жидкости. А есть условия технические, которые заставляют соль подготовить так, чтобы она высыпалась в сухом виде. То есть ее предварительно, наверное, высушивают. Чтобы не слеживалось. Чтобы не слеживалось. Вы знакомы с этой технологией? Я прав? Скажите, это очень ядовитое вещество? Да, очень. Оно очень ядовитое. Если взять мышьяк, то это 1% от 100. Потому что цианистый калий, цианистый калий еще не так страшен, знаете. Тем не менее, вы принимаете соль и ежедневно получаете 1,5% сверхядовитого вещества, которое попадает в ваш организм. Как известно, ядовитые вещества всегда накапливаются в плазме крови. Не выходят из человека на протяжении нескольких десятилетий. Поэтому, когда мы кушаем такую соль, мы очень себя убиваем. Можно ли использовать что-то другое? Можно. Мы можем сейчас делать соль, у нас есть возможность. Это соль, которая прямо добывается, сырьевая, и не смешивается с этими цианидами. Мы можем это делать с аэросилами. Знаете, аэросил более современный компонент. Он на организм человека никак не воздействует. Воздействует как энтеросорбент. Продолжаем.
У девочки 12 лет бывают боли в спине между лопатками. Она занимается в танцевальной школе, чем можно ей помочь. Если у девочки боль между лопатками, это говорит о том, что ей надо сделать каблук ниже. Или снять и запретить ходить на каблуках какое-то количество времени. Если женщина ходит на каблуке, то более всего страдает шейный отдел, вы представляете? Каблуки ломают шею женщине. Вот. Сначала шею, а в дальнейшем поясницу. Поэтому обычно у таких женщин, которые очень подолгу стараются ходить на каблуках, особенно выше там, 7-8 сантиметров, ну обычно же выше, правильно. Когда смотрят на каблук и говорят, этот каблук невысокий, то они не правы, потому что каблук считается, это уровень вашей пятки, и вот от уровня пятки до земли и есть расстояние каблука. Потому что очень часто люди путают. Они взяли линейкой, померили каблук, говорят, а тут 8 сантиметров. А если померить вашу пятку, когда она в колодку войдет туда, то получится 10 сантиметров. Это опасный каблук. Если человек носит каблуки больше 10 сантиметров, то 100% в дальнейшем будут протрузии 6-7 шейного позвонка, 1-2 грудного, или 1-2, 3, 4, ну, возможно, и 5 грудного позвонка. То есть будет создаваться процесс воспаления, скорее всего, будет появляться там протрузии в дальнейшем, или какие-то даже уничтожения хрящевой ткани. Ужас какой-то. Да. А томография позвоночника тоже вредна. Нет, не стоит бояться магнитной томографии, а также не стоит бояться компьютерной томографии. То есть у нас есть МРТ, магнитно-резонансная терапия, которая делает исследование человека путем воздействия электромагнитных колебаний и снятием эхолокации. И, ну, я не очень разбираюсь в этом. И второе, это компьютерная томография. Она чуть-чуть хуже работает, но, в общем-то, для диагностики тоже уникальна. Я могу сказать, что и первое, и второе безопаснее, чем рентген. Рентген – это прошлый век, понимаете? Рентген – это прошлый век, и уже использовать рентген, я считаю, это уже кощунственно. Уже есть УЗИ исследования, уже есть МРТ, КТ и так далее. Зачем использовать рентген? Зачем? Это уже совсем неправильно. А уже рентген сердца, там, зачем это нужно? Обязательно ли разводить водой жидкие препараты ТФ? Не обязательно. Я принимала германий, только иногда с большими перерывами. Один бутылек в течение месяцев 5. И еще даже немножко осталось. Я принимала его после того, как мне неоднократно сделали рентгены. Сейчас я беременна. И пока перестала его принимать. Надеюсь, что тот курс, пусть и с большими перерывами, помог мне. И все вредное из организма после рентгена ушло. И ребенок родится, ну, конечно, родится здоровым, конечно. Какой препарат ТФ мне принимать при заболевании диффузный зоб второй степени эутериоз? Спасибо. Я очень рекомендую при эутериозе использовать намазывание йодом шеи. Помните, я об этом рассказывал? Берете ватно-марлевый тампончик или там для ушей тампончик или как палочку, вмакаете в йод 9% или 6%, какой он у вас продается, и вот так один крестик с левой стороны, один крестик с правой стороны. Если утром встаете и у вас этот йод остался, вам это не подходит. Если йода здесь нет, то вам он подходит, и вы можете дальше использовать. До какого момента? Если у вас лишний вес связан с гипофункцией щитовидной железы, и вы поправляетесь, то использование вот такой штучки сделает вас худыми на протяжении 7-8 месяцев. И это вылечит гипофункцию щитовидной железы, эутериоз, там высокие показатели АТ-ТПО, АТ-ТПО уберет, ну, естественно, изменит показатели ТТГ, Т4 и так далее, АТ-ТПО. Какой препарат применять при ТФ в ходе лечения щитовидной железы? Если гипофункция щитовидной железы, йод-селен. В случае, если гипофункция щитовидной железы и йод не нужно принимать, то есть препарат тератозин. Он сделан из травок, вообще рекомендую тератозин и лопчатка. Как принимать Ренокс и Прокмарти? Чем убрать папилломавирус? Ренокс – это препарат, который убирает заболевания почек. Вот как при заболеваниях, допустим,
При заболеваниях сбоя ритма сердца NSCARD помогает мгновенно. Так при почечных коликах Ренокс помогает тут же. У нас есть такие хиты и такие уникальные препараты. Допустим, как бы ни болели почки, 1 неделя приема Ренокса и забываешь, где они находятся. Как бы ни болела поджелудочная железа, 1 неделя приема панкресорба и поджелудочная перестает болеть. Какая бы жуткая аритмия ни была у человека, 1 неделя приема NSCARD убирает аритмию, потом забывает человек, что она есть. Вообще любой... Есть еще такое заболевание, называется кардиосклероз. Да? Кардиосклероз, на фоне его появляются кардиомиалгии там всевозможные. Это заболевание необходимо лечить аминокислотами. В случае, если вам ставят вот такое заболевание, болит сердце, и никто не может сказать, из-за чего болит, то я могу вам сказать, оно болит, потому что у вас недостаточность аминокислот. Это заболевание вегетарианцев. То есть это обычно голодающие люди, вегетарианцы люди, у них появляется это заболевание, они жалуются на боль в центре груди, на боль с лопаточной стороны. Это заболевание балерин, которые постоянно жалуются на то, что у них болит в груди, нечем дышать и так далее. Нужно применять наш препарат, называется комплекс амин. Амин. Там все аминокислоты. По поводу кисты на десне. Зуб передний, он не удален. Кисту операционно удаляли, она опять выросла. Я понял, что вы имеете в виду. Необходимо попринимать препарат, называется биокальций. Мы этот препарат выпускаем уже, и он появится на следующей неделе. Также необходимо попринимать препарат здоровые кости. Это уберет у вас вот этот нарост. Киста левой доли, лечение диффузного изменения поджелудочной железы, аденомиоз, мехо, 6 мм, миома матки. Что делать? Ну, у вас много всего. Вам придется... Вы готовы платить деньги для того, чтобы это все лечить? Вообще могу сказать, как бы продолжить тему, о которой я в самом начале говорил. И могу сказать, высокий холестерин, непроходимость сосудов шеи. Вы представляете? Гипертоническое заболевание, первой причиной панкреатит. Дальше заболевание кист яичников и кист в груди, больная щитовидная железа, недостаточность, ну или проблемы щитовидной железы. То есть сначала появилась проблема щитовидной железы, а потом в яичниках. Сначала в щитовидной железе, потом в груди. Вот если взять женщину, у которых есть проблемы, связанные с грудью или с яичниками, и проверить щитовидную железу, во всех случаях подтверждается наличие узлов, наличие каких-то сбоев работы вот этой эндокринной железы. Естественно, как нужно лечить? Естественно, необходимо лечить, обращая прежде всего внимание на щитовидную железу. Естественно, там опухоль груди или опухоль яичника. Для щитовидной железы необходимо принимать препарат. Нулевая кислотность желудка. Какие препараты принимать? При нулевой кислотности желудка я рекомендую принимать препарат «Здоровый желудок». И при высокой, и при низкой он нормализует качество работы кишечника и желудка. Вы говорили о том, от чего болят плечи. Никак не могу найти, если можно, повторите, пожалуйста. Плечи болят от того, что у вас поднимается давление. Говорил это на семинаре, который был 3 раза, несколько месяцев назад. Также очень часто это воспаление нервов, которые воспаляются из-за того, что корешки спинного мозга ущемляются или демиелинизируются. Это на фоне недосыпания, на фоне тромботизации сосудов. Вот как у нас развиваются заболевания. Тромбируются сосуды на ногах, потому что выделяется очень много желчи. Вы представляете? То есть вы можете начать делать так. Я хочу, чтобы у меня печень была здоровая, она у меня не болит. Я буду принимать препарат Эссенциали Форте. И после этого начинаете принимать данный препарат, не обращая ни на что внимания, и сталкиваетесь с тем, что у вас начинают болеть сосуды на ногах. И после этого, что ж такое, сосуды разболелись? И вены, и сосуды. Любая нагрузка на печень проявляется, или любое лечение печени, любая нагрузка на печень проявляется в виде плохих последствий сосудов ног. Ну а как это обычно происходит? У женщины
произошло отравление алкоголем или пищей, или наоборот там глюкозой, потому что глюкоза тоже ядовитое вещество, в случае, если оно не в яблочках и грушах. То есть наела шоколадок, после этого печень получила такой вот гликемический шок или удар. Гемоглобин стал гликегированным, нужно было как-то отфильтровать, отфильтровалось печенью. Печень получила удар. Появились тромбоциты, они затромбировали нижние конечности. И появилась боль в нижней части поясницы. И после этого женщина говорит, поясница болит, не разогнуться, не согнуться, ишаз донимает. Отлично, что будем лечить? Поняли? То есть, а что нужно лечить? Ну, нужно не через один как бы забегать, не с печени начинать, потому что это ухудшит процесс. Печень, первопричина, она привела к тому, что это появилось. А вот лечить придется вены. То есть, что нужно делать? Если болит поясница, то ее можно, конечно, намазать, но нужно убирать тромботизацию сосудов на ногах. То есть, принимать препараты от тромботизации. Это вариковазиновая мазь, это магнумцит, это препараты легкая походка или легка хода. Сейчас препараты уже начинаем выпускать с русскими этикетками. Сколько воды в сутки безопасно принимать мужчины? Ведь вы говорили, что много воды вредно. Я хочу сказать, что воды необходимо столько, сколько хочется пить. Кстати, Женя, принеси мне стаканчик с водичкой. Вот в случае, если человеку хочется пить, то тогда он может пить сколько захочет. Но здесь есть тоже минус. В случае, если вам хочется пить много, вы должны проверять поджелудочную железу. Возможно, у вас сахарный диабет. Вы представляете, возможно, это просто сахарный диабет. Поэтому сколько нужно пить мужчине? Ну, а сколько пьет обыкновенный человек в день? Он же потребляет в пищу там суп, употребляет в пищу сок, пьет чай. Разве это не вода? Это же тоже вода. Просто сколько нужно пить чистой воды? Я хочу вас научить. Носите с собой бутылочку и перед каждым приемом пищи, если вам за 50 лет, перед каждым приемом пищи выпивайте 1-2 глотка чистой воды. Причем такой хорошего качества, желательно не дистиллированной, там какой-нибудь хороший, можно кипяченой. Вообще хочу сказать вам, что кипяченая вода лечит, улучшает иммунитет, лечит сахарный диабет. Вообще кипяченая вода – это хорошая возможность человеку стать здоровым и полечиться. С крана? Можно с крана, но лучше купить уже очищенную, наверное. Самое лучшее на Днепровском водопроводе. Ра Питкова пишет. Андрей Андреевич, здравствуйте. Придумайте, пожалуйста, какой-то антиволосатик от нежелательных волос навсегда. Вы представляете, это возможно сделать. Но дело в том, что очень часто от таких агрессивных элементов, которые можно добавить в фермент вот такой вот, происходит аллергический отек у человека. То есть одним людям это будет помогать, а другим нет. А еще невозможно, природу невозможно обмануть. Вот она хочет, чтобы волосы росли, и что бы вы ни делали, сделать ничего невозможно будет. Они все равно начнут расти. Существует эффект, это рубцевание самих этих луковичек, то есть берут фотоэпиляцию, делают, после этого луковичка обжигается и в середине нее появляется рубец. Но это тоже не всем подходит. Можно ли вот так сразу избавиться от всех волос? Нет, конечно. Ничего не сделаю. А если и сделаю, то это будет ядовитым. Я считаю, что это не очень хорошо для людей. Одно из условий открытия компании заключалось в том, что я хотел сделать экологические хорошие препараты и экологичные препараты. Проблем со здоровьем нет. Посоветуйте молодежи ваши препараты для сохранения хорошего здоровья, живости ума, поднятия работоспособности. Дело в том, что это тоже такая точка о двух таких концах, или палка о двух концах. Вот сейчас на улице затучило, есть такое слово в русском языке? Натянуло, да. И вот сейчас большинство из людей, которые находятся в этом низком давлении, имеют спазм сосудов. Как только появляются спазмы сосудов, которые очень реагируют на низкое давление, уменьшается объем сосудов и уменьшается объем кровеносных сосудов. Тем самым уменьшается объем сердечный. То есть крови было 2 литра, она лежала в сосуде литровом. А теперь сосуд литровый закрытой формы, он сократился и стал полулитровым. Давление в этом сосуде увеличится?
Конечно, увеличится, так и появляется гипертония. То есть вот сейчас, допустим, слабость, усталость, желание поспать, это целиком связано не с тем, что у вас нет энергии. Это связано с тем, что на улице тучи. И это говорит о том, что давление поднялось. Вот сейчас тучи, если вам плохо, у вас слабость, вам хочется спать, знайте, вы гипертоник. Вам надо от гипертонии таблетка. Естественно, если утром хорошая погода, а вы встали и нет сил у вас бледные покровы лица, недостаточно розовая слизистая оболочка, руки не розовые, а бледные. Это говорит о том, что вам просто необходимо принимать препараты, которые будут тонизировать вас или поднимать энергию. У нас есть препарат фитоэнергетик, есть препарат тутус. А молодежи нужны витамины и спорт. Я считаю, молодежи необходимы витамины. Это наш препарат Виталюкс Форте. Также молодежи можно давать препарат Артрамин, брызгать в рот, и Мудол брызгать в рот. Тогда они не болеют. Андрей Андреевич, молодой мужчина начал жутко храпеть во сне. Что можно сделать? На что обратить внимание? Необходимо обратить внимание на гипертонию, потому что храп во сне – это поднимающийся либо сахар, либо давление. Поэтому, когда человек во сне храпит, это у него высокое давление. Есть еще третий вариант – замерзают ноги. То есть, если у человека замерзают ноги, он тоже храпит. Но замерзшие ноги могут быть следствием спазмов сосудов, и это тоже поднимает давление. Не помогут там ни ниточки, ничего. Дайте человеку перед сном таблетку от давления, ну какую-нибудь, я сейчас вспомню, Напаш, допустим. И пусть ложится спать, и он не будет храпеть. Я вам это обещаю. Не будет храпеть, проверено. Поэтому в случае, если давление ночью поднимается, то тогда человек храпит. Какое исследование провести, чтобы исключить диагноз дивертикулез кишечника? Много родинок на спине под грудью. От препарата железняк сильно повышается давление. Пью панкрисорб аурум плюс. Я понял ваш вопрос. Вам необходимо принимать вместо железняка препарат ГЛ-норм. ГЛ-норм. Тогда он будет убирать вот эти бородавочки. Как проверить или исключить диагноз дивертикулез? Это необходимо и возможно сделать только при исследовании, которое называется колоноскопия. Колоноскопия. Без колоноскопии никак. Хочу заказать препараты для очистки и лечения почек. Как вы советовали, начать с почек. Можете напомнить? Конечно, уралис, манкулит по 1 чайной ложке обоих препаратов на 1 стакан воды. Принимать утром по возможности. Второе. Препарат Ринокс. Ринокс. По 2 таблетки 2 раза в день. Препарат Ревилака. Ревилака. По 2 шарика 3 раза в день. Можно ли вашими препаратами восстановить волосы, на голове их цвет? У меня есть очень хороший такой спрей, он называется трихопотенциалиум. Брызгаете на голову, и после этого появляется красивая шевелюра. Кто видел мою дочь Машу, наверное, обратил внимание, что очень долго она была лысая, а потом раз, и как ниоткуда появились кучерявые красивые волосы. Это связано с тем, что я какое-то время верил, что они вырастут, а потом на все махнул рукой и начал брызгать ее этим спреем. И они выросли. Могу сказать, что они действительно вырастают. Сейчас мы делаем шампуни эмбриональные, которые будут помогать человеку восстанавливать волосы при облысении. Также делаем шампуни с мускусом. Мускус, как известно, одно из лучших средств по улучшению качества волос. Вы можете приобрести наш спиртовой мускус, добавлять его просто в шампунь и мыть волосы. Волосы будут как у хомяка или там бобра, я не знаю кого. Какие препараты можно пить кормящим матерям? Мнемонорм, например, можно. Пью сирантал на ночь одну, сплю, после нее хорошо, засыпаю хорошо. Как просыпаюсь среди ночи к ребенку. Не будет ли привыкания? У этих препаратов нет привыкания. Они совершенно безопасны. Я уже об этом говорил, они экологически совершенно безопасны. Таня, вы несколько лет принимали препараты, да? У вас появилось привыкание? Нет, от них совершенно легко отказывается человек. То есть они не приводят к привыканию, ничего такого не происходит. В отличие от химпрепаратов.
Ребенку 6 лет ставят диагноз слабоумие. Это возможно вылечить. Да, деменция лечится, детская деменция тоже. У нас есть препарат, он потрясающий, называется Мнемонорм. Я его поклонник этого препарата. При лечении детей или при профилактике заболеваний аутизм, деменция, даже шизофрения детская с отсталостью в развитии, каталептическая шизофрения. Препарат показал и до сих пор показывает свои сверх, наверное, проявляющиеся качества, и появляется даже шанс такой и возможности лечить даже такие тяжелые заболевания, как аутизм. И, естественно, я сейчас это все говорю, знаете, и меня можно потом просто очень сильно обидеть. То есть могут найтись люди, которые потом могут написать доказательства. Вот ты сделал это заявление, давай доказательства. Сделал заявление, давай доказательства. Я хочу вам сказать, наша компания, она занимается продажей БАДов, которые сделаны из смеси лекарственных растений или экстрактов лекарственных растений. И мы не имеем базы, не имеем такой возможности проводить исследования на людях. Услышите, да? Мы не имеем... Вот смотрите, я специально не веду этих людей, потому что в случае, если я буду потом показывать, как я помогал ребенку и делал его исследования, то меня можно будет назвать потом доктором Менгеле и сказать, что я проводил исследования на живых детях. Правильно? Вот почему я не могу ничего показать? Я не имею права показывать, а также вести амбулаторные исследования этих детей, а также вести их карты, потому что в случае, если я буду вести, а данный препарат будет являться препаратом для лечения, то в дальнейшем меня можно будет обвинить в том, что я провожу эксперименты на детях. Вы мне скажите, оно мне нужно? Нет, поэтому я исключительно заканчиваю только осмотром. То есть мне приводят ребенка, и вам придется поверить. То есть если вы хотите, верьте, не хотите, не верьте. Конец. То есть здесь, знаете, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому в случае, если вам хочется, и вы пробуете и препарат, и видите его эффект, используйте. Если не получается, препарат используете, эффекта не происходит, то не нужно. Если у меня люди, которые использовали, да, у меня есть ребенок, не один, причем их там около 200, наверное, даже. Это дети, которые в моей программе получали от меня препарат Мнемонорм. Среди них потрясающий ребенок, это Коля. Когда его привели, ему было 2 года, он не ходил, ходил в памперсе, не общался, звуков не произносил. Поведение было очень агрессивное. Сам не обувался, не одевался. Очень агрессивный. Ударялся, разгонялся, лицом в стену ударялся. Вырывал на себе части тканей, то есть откусывал кожу, вырывал волосы, там, ужас, там, самовредительством занимался. Очень-очень ударялся часто. То есть для родителей было... связывали его, если там необходимо было оставить одного в комнате, понимаете. Тонул ребенок в 2 года, то есть там много всего было. Был поставлен диагноз шизофрения детская, а также детский аутизм. Подписались 2 врача, один из которых врач, там, академик, доктор медицинских наук, руководитель отдела медицины НИИ Украины. Такой очень знаменитый человек. Он поставил диагноз аутизм, причем подписался, типичный, нет смысла ему не доверять. После этого лечение происходило на протяжении 2 лет, сейчас этому ребенку 4 года, он пишет, он общается. Скажи за Колю, скажи вообще. Он обнимается, разговаривает, он, совершенно нормальный ребенок. Он ходит сам в туалет, разговаривает. Как тебя зовут? Коля. Он улыбается, стихи рассказывает. Но я хочу вам сказать, что этот ребенок инвалид детства. У него группа инвалидности, потому что у него поставлен академиком диагноз аутизм. И я говорю его маме, я говорю, не нужно, пускай не платят вам за инвалидность, ничего страшного. Просто когда в больницу придете, пусть молчит потом, когда будет переаттестация. Уже не показывает, что он разговаривает. У нас было так, она его когда приводила, они ребенка держали втроем, его удержать в руках нельзя было. Он такой он крушил тут. Оксана, помнишь, да, шкафы бил колокольчиками, там вот так разгонялся, ударялся, падал, орал.
И что-то сделать невозможно было. Сейчас этот ребенок обнимается, он подошел, говорит: дядя Андрей, у тебя есть телефон? Я говорю: ох ты ж, как много слов. Естественно, с таким диагнозом такое вообще не говорят, понимаете. Коля принимал помимо мнемонорма, я у Коли заметил рахит. То есть у Коли был ярко выраженный рахит, я ему давал препараты, связанные с лечением детского рахита. То есть я Коле давал препараты, это свои препараты кальций, магний, В6. Также я давал ему препараты гормонорм, потому что я считал, что вся проблема в том, что у него гормоны не выделяются. Давал ему препарат Тутус. Также он прошел терапию или курс лечения таких ДЦПшных проявлений. То есть это антипарез, децепин. И мнемонорм принимал очень долго. То есть он мнемонорм принимал этот ребенок, ну, наверное, 2 года, чтобы вы понимали. Я не знаю, сейчас она дает ему или нет. Брала, да. Я могу сказать, что мой сын Слава периодически принимает данный препарат. Могу сказать, что этот ребенок высокий, красивый, сильный, при этом еще и развитый. То есть хорошо пишет, читает, английские слова запоминает, стихи выучивает быстро. Это говорит о том, что достаточно хорошее развитие. Хотя у ребенка проблемы с развитием в 3-летнем возрасте наблюдались. Тем не менее, могу сейчас сказать, что он опережает своих сверстников физически, психически, эмоционально и так далее. То есть это очень заметно. Да, Таня, вы же видели его? Ну, меня точно побить может. Еще не может. Да нет, он меня так любит. Ребенку 1 месяц, можно ему прыскать артромин? У меня есть дочка, ее зовут Роза. Когда она родилась, у нас начали появляться сопли. Этот ребенок с 1 месяца получает артромин, 1 раз в неделю точно. Вот сейчас ей 8 месяцев уже, вот 8 месяцев ребенок получает 1 раз. А если болеет и начинается что-то, то брызгаю чаще. Во-первых, артромин во время выращивания зубов у ребенка или прорезания денты создает эффект болезненный. Слюни, воспаляется слизистая оболочка носоглотки, появляется болезненное состояние. Артроминовый спрей имеет функцию анальгезирующую, то есть оно работает и как антисептик, и как обезболивающий препарат. Помните, я говорил, что если болит колено, можно артроминовым спреем побрызгать и потереть, и оно перестает болеть. Почему? Мощнейший анальгетик. Надолго причем перестает болеть. Очень хорошее средство. Александр, подскажите, мускус бобровая струя. Не могу найти в препаратах ТЭФ. Как называется этот препарат? Мускус называется. Для печени янтарь, гвоздика, мед. Можно использовать янтарь из ТЭФ. У нас янтарь идет вместе с солодкой. Наш препарат янтарь. Оксана, можешь мне его дать? Есть он у нас, да? Он у нас янтарь солютаб называется. Почему янтарь солютаб? Дело в том, что если вы возьмете янтарь обыкновенный, натрете и сделаете из него порошок и съедите, то 100% съеденного янтаря, из них 98,3% весь выйдет. Почему? Он не растворяется за счет ферментации соляной кислотой или ферментами поджелудочной железы, и после этого его эффективность будет очень низкая. Для того, чтобы его эффективность улучшилась, я придумал сделать солютаб. Это что такое? Это тот, который растворяется в кишечнике. Поняли? То есть особенность его не в том, что это порошок янтаря, а в том, что это порошок солютаба янтаря, растворяющегося в кишечнике. Почему он растворяется в кишечнике? Смысл заключается в его сложном изготовлении. Сначала его растворяли в уксусе, после этого особым образом его осаждали, делали водорастворимый, то есть это был определенный химический процесс.
После этого получился вот такой порошок, в котором остались все качества янтаря, но который не выйдет из нашего тела вместе с дефекацией, который останется. И в том количестве, в котором он первый раз находился, он был токсичный. То есть, когда начинали его принимать, то были обострения печени, вены болели, там у людей были плохое самочувствие и так далее. Я могу посоветовать этот препарат. Он уже не токсичный. Также в нем находится напополам порошок солодки. Как его принимать? Его хорошо принимать, смешав с медом напополам. То есть берете 1 чайную ложку, смешиваете с 2-3 столовыми ложками меда и по чуть-чуть даете ребенку, у которого аденоиды. Это уберет аденоиды. Гепатиты, это уберет гепатиты. Заболевание печени, это уберет заболевание печени. Герпес, заберет заболевание герпеса. Один из самых уникальных препаратов. Слава Богу, что у нас янтарь есть в Украине и есть возможность его добычи и использования в ходе изготовления данного препарата. Дальше. Андрей Андреевич, можно спросить, сколько времени держать примочки с бальзамическим уксусом при миоме? Где-то 10 минут, но не нужно бальзамический, лучше использовать столовый. Вообще хорошее средство, вы знаете, хорошее средство. Действительно, миомы исчезают. И легко же получается, да. Под волосами возникают прыщики, при выдавливании кровь. Чешутся сильно, хочется содрать со всей силой, особенно при засыпании ночью чешется. Спасибо. Это исключительно под мышками. Прыщики такие. Скорее всего, это говорит о том, что у вас грудные железы застужены. Представляете, застужены. Что необходимо делать для того, чтобы грудные железы, чтобы застуду такую убрать? Нужно зайти в ванну, направить душ горячей воды на грудную железу и левую, намылить грудь вот так. Щетку взять такую волосяную и грудь промассажировать волосяной щеткой с длинной ручкой. Но так, чтобы на груди не появились гематомы. То есть нельзя делать так, чтобы грудь перегибалась. Второе. Необходимо обязательно убрать бюстгальтер, который создает перегибание груди. Очень часто женщины комплексуют по поводу того, что грудь теряет эластичность, упругость, изменяет размеры и так далее. И после этого женщина покупает бюстгальтер на 1 или 2 размера меньше, перетягивая или утягивая грудь. Циркуляция меняется, появляются рубцующиеся ткани, формируется недостаточность движения лимфы и появляются вот такие микростазы в подмышечной области, что на фоне чего происходит застой лимфы и появляются лимфоинфекции. Среди таких лимфоинфекций это то, о чем вы пишете. Можно ли как-то это убрать? Конечно, можно убрать. Первое. Медовый массаж области подмышки. Второе. Вот такой массаж груди в ванной с напором горячей воды. Я забыл сказать. После такой горячей воды нужно наложить полотенце горячее, наложить полотенце на грудь и уже на улицу ни в коем случае не выходить. Также носить обязательно очень высокую одежду, чтобы грудь не было видно зимой, чтобы обязательно грудь была защищена. Дальше, можно ли что-то сделать еще? Можно смешать лимонный сок с оливковым маслом и делать примочки под грудь на 5-6 минут, чтобы вот эти прыщики поубирались. Они полностью все поисчезают. Потому что лимонный сок с оливковым маслом убирает вот такие инфекции. Можно разжевать листок каланхоя или алоэ и прикладывать тоже под мышку. Оксана, это что, у нас цветок расцвел так? Да. Ух ты ж, я такого даже... Это ус. Это орхидея. Обалдеть. Вот этот. А там тоже еще и белый какой-то распустился. Ну, это такой старый. Обалдеть. Вот это да. Ну ты, что ты с ними делаешь? Если у вас есть игрушки маленькие вот такие, или там какие-то игрушки, которые можно повесить на елочку, приносите, будем вам очень благодарны. Да, это настоящее. Но это не елка, это растение. В какое время суток лучше всего принимать Energy Life и Новый Gold? Эти коктейли лучше принимать и утром, и вечером. Вообще перед приемом пищи. Я могу вам даже посоветовать, как принимать. 1 столовая ложка Energy Life и 1 столовая ложка Platinum Starway. Если принимать Platinum Starway и на пол-литра или литр в шейкере водички, утром принимайте и вечером за 1 месяц на несколько
на много килограмм похудеете. Вы давали ритуал излечения инфекции в легких. Представляем 2 диска светящихся, можно давать для близкого человека. Нет. Какое время суток рассказал. Сильно хочется спать, слабость в организме. Что посоветуете для жизненного тонуса? Посоветую таблетки от давления. Серьезно, вы описали прямо гипертонический криз. Во время гипертонического криза у человека уходит земля из-под ног, кружится очень сильно голова, боль в затылочной области, начинают болеть колени, суставы плечей. После этого искорки появляются, как бы человек смотрит, а в уголках глаз либо искорки белого цвета, искорки желтого цвета, либо совсем все плохо, когда глаза водятся, а там темные полосы плавают. Это еще хуже. Таким образом, в случае, если это у вас имеется, вам нужно мерить давление. Обращайте внимание на давление. Этот год и следующий год, этот год идет, все планеты так настроены, что у людей самое распространенное заболевание это будет давление. Кстати, 2001 год и 2002 год это был самый страшный год по распространению венерических заболеваний. Ничего не могу по этому поводу сказать, но каждый год идет вот с отклонением каких-то заболеваний. Тот год, в котором мы жили, это были заболевания поджелудочной железы и кишечника. А в этом году и следующем это будут заболевания, связанные с сердечной деятельностью. Представляете? Поэтому гипертоникам в этом году и на следующий год придется несладко. Будут чувствовать себя нехорошо. После родов прошло 1,5 года, но до сих пор очень болит крестец. Порекомендуйте, что можно сделать. Это говорит о том, что вы, скорее всего, носите ребенка на руках. Когда вы носите ребенка на руках, то у вас тромбируются сосуды ног. Когда тромбируются сосуды ног, то обязательно тромбируется поясница и начинает не гнуться и болеть. Когда человек ходит, то он делает движения вот такие. Его крестец шевелится вперед, вперед-назад, вперед-назад. То есть, когда человек ходит, особенно женщина, ее тазовая область вперед-назад качается. Что нужно сделать? Когда вперед-назад качается, это говорит о том, что тромбируются сосуды дальше. Как разгрузить? Нужно согнуть ноги в коленях. После этого встать на согнутых ногах и делать движение бедрами влево-вправо, влево-вправо. Если делать это утром и вечером, то уходит и тромбоз сосудов ног, и второе, пропадает боль в пояснично-крестцовом отделе. А кто-то пробовал так делать? И как? Конечно. Андрей Андреевич, вы говорили о красной нитке при давлении носить на правой руке. Сколько можно узлов? 1. Можно ли сурактам давать и кошке тоже? Можно, пожалуйста. Кошка же ни в чем не виновата. Она... Если болеет, на что же человек? Пускай. После родов ответил, инфекции в легких, Energy Life, слабость, грудное вскармливание. Еще раз скажите, ребенок с рождения ходит по большому раз 5 в день. Это правильно. У детей маленьких до 1 года стул формируется, и ходят они многократно. Стул нормальный. Я читала, что такое может быть. Сейчас 5 месяцев уже ходим раз в 4 дня. Это плохо. Это говорит о том, что ваш ребенок не получает воду. Если дети не получают воду, то у них появляются запоры. Понятно? Поэтому ребенку маленькому, особенно грудничкам, необходима водичка. Давайте ее. Я не знаю, что это за провокации, почему сейчас педиатров заставляют говорить, чтобы люди не давали водичку детям. Я считаю, что это плохая информация, провокационная, и считаю, что это информация террористическая. Я считаю, что если ребенку не давать воду, то у него в дальнейшем поднимается ацетон, а также у этого ребенка происходят нарушения перистальтики ЖКТ. Поэтому детки должны получать с 1 месяца. Все мои девочки с 1 месяца получали водичку. То есть с 1 дня, с 1 месяца по ложке водички. То есть, когда только отдали в роддоме, у нас были соседи. То есть не с нами были, а там рядом в палатах были. И тетенька пришла и говорит, сейчас самое главное, чтобы отошел меконий у ребенка. Вот меконий отойдет, будет хорошо. Будет хорошо, если хотя бы там за 3-4 дня. Я говорю, у нас отойдет за час сейчас. Она говорит, почему за час отойдет? Такого не бывает. Я говорю, у нас будет. После этого говорю, давайте водички дадим ребеночку, и меконий сразу же отойдет. Поэтому если водички дать ребеночку, то меконий сразу же отходит. Поэтому если влить водички тепленькой в ротик, то уже через час весь выйдет. Вы представляете, они сиськи дают.
А водички надо было. Сильно хочется спать, ответил. А сколько можно давать воды? Давайте воды ребенку, которому 5 месяцев, не дает воду. Представляете, в 5 месяцев. Ужас какой. Фашисты. У меня в 5 месяцев Роза целую ночь пьет воду, когда захочет. То есть вы же должны будете, у ребенка там двойной процесс. Итак, пищеварение дневное, ночное. Когда ночью ребенок просыпается, он хочет кушать. Ему дают кашку. Потом второе, подкармливание. С возраста 4 месяцев нужно вводить фруктовые пюре. Это обязательное условие. Если ребенок выращивается исключительно на молочно-белковой смеси, то родитель фашист. Ему можно сказать, что вы настоящие фашисты по отношению к своему любимому чаду. Потому что ребенку необходимо давать прикормку. Далее водичка обязательно в течение дня нужно давать, чтобы ребенок пил с ложечки. Потом нужно переливать в бутылочку. Вода должна быть кипяченая. В воду не нужно добавлять ни фенхель никакой, ничего. Ни для газов, ни от газов, ничего. Это все полная ерунда. Просто обыкновенная вода. Вода должна быть кипяченая. Также в дальнейшем, после 8 месяцев, ребенку необходимо давать сырые фрукты, сырые овощи, а также ребенку нужно давать сырую воду. Это обязательное условие формирования перистальтики кишечника. Таким образом, ребенок может получить все правильные ферменты, которые могут помочь ему в дальнейшем иметь хороший иммунитет и чувствовать себя хорошо. Ребенок, который любит воду, это хорошо. Это говорит о том, что этот ребенок в дальнейшем будет меньше болеть, чем ребенок, который воду не любит. У меня 2 дочери, есть Аня и есть Маша. Маша категорически не любит воду с самого детства. Маша готова пить воду с утра до ночи. И у Маши иммунитет гораздо лучше, чем иммунитет у Ани. Аня у нас водичку любит. А у Ани иммунитет лучше, чем у нашей Маши, а Маша пьет водички меньше. Синдром разреженного кишечника, сказал вам, я же вам все сказал уже. Запор кишечника. Берете франгул, принимаете его в виде чая и принимаете его в виде таблеток. Вздутие кишечника, препарат метеофан. А вообще то, что вы описываете, это целиком проблема, которая называется дисбактериоз. Вам надо бактанорм, дальше франгул, прокшалан. Прокшалан мой самый лучший препарат. Какой препарат дает видимый омолаживающий эффект? Самый видимый и самый омолаживающий это препарат Тутус. Я вообще считаю, это уникальный препарат. Но дальше будет Хаббл. Вот этот Хаббл, это 3 пигмента, абсолютных антиоксиданта. Это будет просто космосом. Я его поэтому и назвал в честь космического корабля. А следующие препараты будут называться в честь космических кораблей. То есть 5 пигментов я сделаю, соединю пигменты. Смог ли я сделать водорастворимый пигмент? Да. Но это было сложно. Для этого необходимо было использовать коллоидную мельницу. То есть мы, используя коллоидную мельницу, сделали водорастворимую взвесь такую. Она в воде, как мутня, как известь растворенная. Вот это стал такой белый, это битулин. Он не растворился, он просто имеет вид молока, а там он находится как шарики. И в дальнейшем мне бы хотелось, мы уже делаем крема битулиновые. Они очень удивительные тем, что достаточно одного намазывания на лицо, как лицо становится красивым, и морщины исчезают за один раз. Мне можно не поверить. Попробуйте и плюньте мне в лицо, если я обманываю. У нее иногда болит спина, на каблуках не ходит. Это может быть из-за танцев, да. Вообще позвоночник может болеть, и это может быть абсистентный. Это может быть абсансы, абсантивный такой момент. То есть это могут быть судорожные явления у девочки, может быть из-за гипернагрузки. То есть это могут быть абсансы. О чем это говорит? Это говорит о том, что, возможно, не хватает ребенку магния. Вообще, когда ребенок переживает, шевелится, двигается, прыгает, у него обычно недостаточность магния. Магний нужно вводить. Если ребенок не спит по ночам, не может успокоиться подолгу, долго крутится, утром встает и вот синие вены под глазами, не может никак расслабиться, кричит все время, и это недостаток магния. Вот ребенку нужно давать магний, он будет спокойный, ровный. Бактасан, расскажите об этом препарате. Можно принимать перорально? Конечно. Бактасан можно принимать перорально. Данный препарат, если принимать перорально, улучшит иммунитет. В нем находится 5 элементов. Это селен,
магний, германий, железо, еще какой-то, цинк, наверное. Современные родители вообще не дают воду младенцу, и никак им не объяснишь, ничего не пойму, почему так стало. Оксана, ты своим детям давала воду? С первого дня. А вы своим детям давали воду? Что с ними стало? Стали нормальными людьми? Стали. А это у нас были дети, мы давали воду, знаете, и теперь вот вдруг придумали, что воду не нужно давать. А это почему? Вот я сейчас хочу пить, но я не хочу есть. А почему я хочу пить, я могу объяснить. Я вспотел из-за того, что лампы вот светятся, из-за того, что здесь жарко. А когда человек потеет, у него жажда, его начинает мучить жажда. Но мне не хочется выпить весь стакан. Я выпил 2 глотка, это убрало жажду и все. Это не глюкоза у меня не повышена, это просто от жаркости. А ребенок лежит в пеленках, ему все время жарко. Ведь детей обычно перезапеленовывают, то есть им жарко бесконечно. То есть если ребенка открываешь, у большинства женщин летом ходят в чепчике, в махровых этих каких-то штуках. А когда же вы собираетесь закаливать ребенка? Ведь его именно в этом возрасте необходимо начинать закаливать. С возраста уже 4 месяцев, с 5 месяцев. Вы слышали о вообще воздушных процедурах? Открываете окно, ложите ребенка, но не перед окном и вне окна, а там где-то в комнате. Он лежит, шевелит пальчиками, ножками. Плюс обязательно теплые ванны, в которых ребенок находится и которые остывают. Потому что чем сильнее остывает ванна, тем быстрее у ребенка активность. Это формирует правильную деятельность центральной нервной деятельности и формирует правильное формирование синаптических связей. Расскажите, пожалуйста, об ашваганде, кому и как ее принимать. Оксана, дай мне этот препарат, я прочитаю. У меня прыщи на голове под волосами чешутся, и когда сдирают, то кровь под ними. Думают, мужа заразилась, он мою расческу брал. У него это было раньше, сильно психовал от этого. Данное заболевание называется нейродермит или инфекционное заболевание демодекс поверхности головы. Демодекс убирается, если человек делает вот что. Необходимо мыть голову исключительно хозяйственным мылом. Исключительно хозяйственным мылом. Второе. В шампунь или в воду для полоскания добавляют 1, 2 или там до 10 капель йода. Третье. Обязательно смазывают голову 1 раз в месяц перед самым сном веществом, которое называется оверсектиновая мазь. Оверсектиновая мазь. Или наш шампунь можно взять. Наш шампунь с серебром. Оксана, есть такой у нас шампунь? С серебром. А у нас вообще есть шампуни? Уже стал запах. Надо заказать. Что вы их не заказываете? Есть Давай мне какой-нибудь. восстановление спортивной пшеницы. Можно брать наши шампуни, вот так они выглядят, очень красиво, имеют очень хороший запах. Нарисованная эйфелевая башня, очень красиво, с протеинами пшеницы и кератином. Чтобы волосы не кучерявились, были ровные, красивые, можно использовать без бальзама. Могу сказать, что данный шампунь, в нем находится серебро, которое является консервантом, можно использовать в ходе лечения нейродермита, волосяного покрова, коры головного мозга. Ужас. Что я говорю? Итак, ашваганда. Так, что же он делает? Ашваганда является тоником для нервной, репродуктивной, иммунной системы. Она используется при общей слабости и потере мышечной силы, бессоннице. Обладает антистрессовым, противовоспалительным действием. Так здесь все написано вообще. Вообще считаю, что в случае, если не может женщина, применяют ашваганду в случае, если у женщины теряется мышечная ткань. Там очень часто бывает так, что мышца была, а потом стала висячей. При запорах рекомендую, при низком тонусе мышечной мускулатуры, атонии, при запорах, при заболеваниях невозможности забеременеть, при эффекте бесконечной усталости, при бессонницах, нервных состояниях, во всех этих случаях используют ашваганду.
в аюрведе ашваганда является еще и препаратом, который открывает у человека 7-ю чакру. Как известно, закрытая 7-я чакра – это значит больные суставы ног. Именно поэтому ашваганду применяют при лечении суставов на ногах. Понятно? Говорят так в аюрведе: если у тебя запор, ищи проблему в своих нервных состояниях, в голове. Если у тебя суставы болят, то тогда у тебя проблема. Если суставы болят, то в голове проблема, а если у тебя голова болит, то проблема в попе. То есть надо смотреть на кишечник там, и так далее. То есть часто болит голова, значит нужно, чтобы был стул и так далее. То есть мигрени, в туалет чаще ходи. Я, кстати, замечал это, что у людей, которые очень подолгу болеют мигреневидными формами, мигренями, у них очень часто есть нарушение дефекации. То есть они редко ходят в туалет там, и так далее. Какие препараты ТФ могут помочь при синдроме Яценко-Кушинга? Очень интересный синдром. Это синдром дисфункции надпочечников. Синдром дисфункции надпочечников Яценко-Кушинга, он имеет два вида. Это облитерирующий и проистекающий в хронической форме. Тот, который облитерирующий, связан с тем, что выделяется особым образом гормоны надпочечников, то есть выделяется в большом количестве кортизон, также не выделяется, не формируется гидрокортизон, понимаете, и много таких моментов. Вместе с этим происходит изменение формирования скелетного статуса человека и общего физиологического статуса. Человек становится, руки и ноги худеют, а туловище становится широким. При этом грудь формирует барабан, то есть такое ощущение, как будто грудь либо килевидную форму, либо барабанообразную приобретает. Исчезает талия у женщины и у мужчины. И такой человек становится, вот у него щеки большие, туловище большое, а руки и ноги тонкие. У нас есть препарат, который был создан специально для лечения принципиально только этого заболевания. Этот препарат называется Tentorix. Tentorix. Он лечит надпочечники, препятствуя появлению заболевания Яценко-Кушинга. У меня круговорот, щитовидка, 3 узла, фибромиома матки, 2 узла, проблемы с кишечником, печенью, поджелудочной, аллергия, давление скачет. Идешь к врачам, каждый назначает свои препараты, глядя на которые приходишь в ужас, так как они между собой могут дружат. Не понял, конечно, я постараюсь ответить. Итак, вы бы хотели, чтобы я что сделал? То есть, чтобы я назначил, наверное, курс лечения. Вот смотрите, у вас есть ряд заболеваний. Помните, я сегодня говорил, щитовидка, значит, будет там фибромиома матки. В случае, если есть щитовидка, то обязательно должны быть проблемы с поджелудочной железой. А если есть проблемы с поджелудочной железой, то есть проблемы с иммунитетом и так далее. Как же нужно начинать лечение? Нужно разгребать это все. То есть нужно изменить питание и начинать с поджелудочной железы. Очищение должно произойти. Это очищение крови, очищение поджелудочной и кишечника. Это препараты. Франгул, пракшалан, дальше панкрисорб. Дальше из рациона питания убрать глюкозу полностью. Глюкозы не должно быть. Если вы полный человек, начинайте худать. То есть старайтесь кушать мало. 3 раза в день по большой порции салата. Можно с творогом, потому что творог, если его кушать в обед, снижает давление у человека. Если кушать в обед. Кислый только. Дальше щитовидную железу нужно полечить таратозином. Это такой препарат. А матку нужно лечить матрикс норм, также женское здоровье. Также можно поставить вагинально свечи, которые называются изотоновые свечи или мускусные свечи. Но лучше изотоновые. После мытья волос на следующий день кожа головы очень сильно чешется. Это аллергия? Нет, это не аллергия, это демодекс. Это демодекс. Это говорит о том, что есть клещ волосяной в волосах. Клещ. Для того, чтобы убрать клеща, необходимо обязательно смазывать противодемодексными препаратами. Зайдите в ветеринарную аптеку и купите там аверсектиновую мазь. Оверсект. Оверсектиновая. И ей 1 раз в неделю смазывайте волосики свои.
Можно ли ваши препараты пропить? Я уже сейчас заканчиваю, все уже сейчас заканчиваю. Можно ли ваши препараты пропить для профилактики? Я бы хотела почистить сосуды, поджелудочную, почистить кишечник, улучшить работу почек. Отвечаю, почистить сосуды препарат Гваргин, полечить поджелудочную панкрисорб, почистить кишечник Прокшалан, улучшить работу почек Ринокс. Вот так. Ну что, очень коротко еще раз по аюрведическим препаратам нашей компании. Кончар Гугул – это препарат, который назначают в случае, если есть увеличение лимфоузлов, то есть это носоглотка, лимфоузел, щитовидная железа, подмышечные впадины и так далее. Улучшает иммунитет, очищает лимфу. Кончар Гугул. Арджуна, насколько я помню, Арджуна – это то, что убирает ожирение печени, убирает холестерин. Также Арджуна помогает человеку похудеть, улучшает настроение, убирает давление, убирает варикозы, головные боли, тромботизацию сосудов. Брахми, ну все знают о Брахми. Брахми считается, Брахми буквально переводится как молодость или свежий, или новый. Ну, нужно ли рассказывать о том, что данный препарат является антиоксидантом? Скорее всего, именно это его ярко выраженное действие и приводит человека к тому, что он молодеет. Минус Брахми заключается в том, что от него может подниматься давление. У нас есть еще препарат такой, он называется у нас, это наша паста, мы когда-то продавали с золотом. Как она называется у нас? Чаванпраш Голд. Чаванпраш Голд. Я очень... Амипраш Голд. О, я сейчас объясню, что это такое. Амипраш Голд – это паста, в которой находится золото. Это паста из амлы, в которой находится золото. Рекомендую использовать детям, у которых судороги, психическая недоразвитость. Можно давать старикам, у которых есть там плохой характер, не могут успокоиться, слабоумие формируется, склероз и так далее. Эта паста, она сладкая, очень хорошо помогает как раз при лечении таких деменций у взрослых, недоразвитости у деток и так далее. Очень рекомендую, она очень вкусная, дети с удовольствием ее кушают. Не нужно много, обычно четверть чайной ложки один раз в день. Она не портится, очень хорошо закрыта, в данном случае открыта. Имеет очень вкусный вкус, пахнет повидлом яблочным, из таких спелых вкусных яблок. На вкус кислая, горькая, с большим количеством растений. Здесь очень большое количество растений, их около 60. Дай вам Бог и нам здоровья, благодарю вас, спасибо большое. После простуды воспалились лимфоузлы, можно ли смазывать антифибризом? Можно. У мужа демодекс на веках, может золотым бальзамом, вроде не появляется. Можно попробовать золотым бальзамом, там находится яд. Демодекс это клещ. Естественно, клещи лечатся любым ядом. Естественно, самый простой яд – это тот, который находится в золотом бальзаме. Это яд пчел. Там находится яд пчел и кобриный яд, вы представляете? Но отравиться путем намазывания или даже при применении внутрь, если есть, невозможно. Поэтому можно смело смазывать даже горло. У меня, когда Аня болеет, она обязательно берет где-нибудь золотой бальзам и ест его пальцем. После этого у нее проходит, видимо, горло, а ребенок маленький, 1,5 года, интуитивно это понимает. Ну, я много не даю. Спасает поджелудочная, когда воспаляется, я его ем. Серьезно? Моментально уходит. Вот это побочный эффект, Уже видите. несколько раз. Сейчас женщина рассказывает, Наталья, да? Галина. Галина рассказывает по поводу того, что у нее появляются периодические приступы боли в поджелудочной железе. Она говорит, как только появляется небольшое количество золотого бальзама, и исчезает тут же боль в поджелудочной. Как вы до этого додумались? Интуиция. При употреблении сладкого давление может повышаться на 100% всегда. То есть сладкое едите, давление повышается всегда. Горькое повышает, сладкое повышает. Вообще еда сначала снижает, а через 20-30 минут повышать может. Как можно приобрести шампунь на сайте tfd.com.ua? Его нет. Давайте посмотрим. А у нас есть здесь шампунь или нет? Косметическая линия. Заходим.
Косметическая линия. И смотрим, что же здесь есть в косметической линии. Нету шампуня? А что это мы шампуни не выставляем? Вот сегодня уже выставят. Все, сегодня уже выложим, будет отдельно стоять как шампунь, будет косметическая линия, внизу будет шампунь. Кстати, у нас уходят капли для глаз. Мы снимаем с продажи капли для глаз релаксин, глаукамин, офтальмин и катармин. Почему? После Нового года будут другие, эффект будет от них лучше. Эти капли сейчас снимаются, они уже не будут в нашей компании. Все, я желаю вам здоровья. Большое спасибо. Я вас не забываю. Видите, сегодня ночью я в 4 ночи улетел из Италии и в 8 утра приехал в город Киев. И после этого умылся и пришел сюда, видите, для того, чтобы провести, хочу еще раз сказать, бесплатный семинар. Для чего я это говорю? Я это говорю для того, чтобы избежать возможности обвинений, которые периодически возникают и идут в мою сторону. И эти обвинения выглядят так. Вот он там зарабатывает деньги на лохах, им там на уши лапшу цепляет и так далее. Ну, подумайте сами. Вот у меня компания, которая приносит мне на сегодняшний день достаточно, ну, на жизнь мне хватает. Хоть я провожу эти вебинары, хоть не провожу, у меня все равно количество продаж не изменяется. Я как продавал много, так и продаю. Тогда скажите, для чего же я провожу вот эти вебинары? Я эти вебинары провожу, потому что я взялся за людей, и мне необходимо, чтобы эти люди могли получить консультацию. Ну, таким образом развивается человеколюбие. То есть мог ли я не проводить? Мог. Хотел ли я проводить? Да вообще не хотел. Но приехал же и провел, да. Почему? Ну вот ради помощи вам это и хотел сделать. У ребенка 2 года диагностика халязин. Врачи говорят, что это так вырабатывается иммунитет. У нее над веками красная бородавка, и это только в зимнее время. Можно ли помочь нашей продукции? Возьмите рисинку крупного размера, поводите по халязии крест-накрест и обмотайте вокруг красную ниточку. Возьмите красную ниточку вместе с этой рисинкой, закопайте в цветочек и скажите, когда сгниет рисинка, халязия исчезнет. И после этого, когда сгниет, исчезнет. Для того, чтобы было быстрее, вот так, правой рукой, 3 пальцами, каждый день прикасайтесь к халязии, плюйте на пальцы и плюйте через левое плечо. Так халязия быстро исчезнет. Вот вам и чуть-чуть эзотерики. Можно релаксин через час альфтальмин. Можно. Смотрите аккуратно с этими каплями. Дело в том, что капли получились очень высокой концентрации. И иногда эти капли могут приводить к тому, что появляется ожог роговицы. Но он безопасный. Но просто там, если вдруг появилось там чуть-чуть закисают глазки или чуть-чуть там как-то плохо видите, отменяйте препарат на неделю или 2, а потом неделя-2 проходит, продолжайте закапывать. Ничего в этом страшного. Огромное спасибо, огромное спасибо, огромное спасибо. И вам огромное спасибо, что находите возможность лечить себя. Совершенно сейчас не обращают внимания на здоровье людей. Люди – это помеха в тех странах, в которых мы находимся. Знаете, иногда создается впечатление, что принципиально делают все для того, чтобы здоровье людей ухудшилось. Я смотрю программы, которые выходят по телевизору, которыми пестрят самые продающиеся какие-то сайты или блоги. Вы знаете, мне становится где-то печально даже. Мне становится печально, потому что много лжи, которые распространяются, и в нее вкладывают деньги. Не дают шансов людям, понимаете? То есть это целиком настроено на то, чтобы дать возможность человеку в возрасте, когда он состарился, или в возрасте там, после пенсионного возраста, убрать у этого человека возможность быть здоровым, а также создать предпосылки, при котором человек будет обязательно болеть. То есть заставив его пить там, по 3 литра воды, потом можно пенсию не платить, потому что у него будет там, инсульт, инфаркт и так далее. Заставить этого человека, там, и сейчас начинается, там, надо выпивать каждый день, и я могу сказать вам,
топы нынешнего года. Все, уже выгодно пить по одному стакану оливкового масла. Все, нашелся новый итальянский медик Антонио Бомбино, который придумал сейчас, что из-за нехватки оливкового масла в организме человека, в котором находится огромное количество там чего-то, не хватает жиров, печень распадается, потому что у нас жиров человек не поглощает, и все. И все, теперь уже онкологию нужно лечить так. Берете полстакана оливкового масла, полстакана утром, пол вечером, очищение происходит, глаза лечат, и в уши закапывать, и можно ректально вводить, и там о нем тоже уже есть лекции. А там, как я похудела на оливковом масле за 30 дней, знаете, и там, как я вылечила почки оливковым маслом. Не похоже вам на лечение содой, да? Дальше, содой тоже. Я, Петя Иванов, я вылечил содой свое онкологическое заболевание. Пишу ему прямо сверху, пишу в отзывах: уважаемый Петя Иванов, вы бы могли мне просто вот на эту электронную почту, я даже согласен вам заплатить, отправить сканы своих исследований, или эпикриз, или там диагноз, который у вас был, хоть что-нибудь, чтобы я мог видеть это. И после этого я бы так и написал: я являюсь медицинским работником, мне очень интересно, для меня это интересно, то есть я хочу себя разубедить, что там это полезно или вредно и так далее. Мне нужна информация. Тут же меня заблокировал. Тут же меня заблокировал и пишет: что, Дуйко, вы сюда пришли, чтобы продавать свои БАДы? Так я бы тебе ответил, но ты же меня заблокировал, как же я тебе отвечу? После этого: да, и что, сказать нечего? Конечно, как же я тебе могу сказать, если ты меня заблокировал? И после этого вот вокруг этого там: да, пусть он идет, там, хохла идиот. Ой, понятно, доплыли. Говорили, людей лечили, и после этого... Естественно, пытаюсь все-таки искать какую-то полемику, знаете, но нарываюсь исключительно на шарлатанство и исключительно нарываюсь на где-то хамство и, возможно, где-то начитанность совершенно чего ни попадя. Дело в том, что если начать читать и получать информацию, то вы будете в шоке. Почему? Потому что так противоречиво и гипотетически это все. То есть Болотов докатился до того, что уже советует пить царскую водку, которую якобы открыли в Тибете. Ну как могли в Тибете что-то открыть, если первые химические процессы по растворению в царской водке чего-либо были созданы только, я не знаю, в 18-19 веке? Какая царская водка? То есть соляную кислоту тибетцы не добывали, серную кислоту не добывали. Азотная вообще была очень поздно придумана, что не было синтеза этих кислот, поэтому уже ложь. Знаете, если царскую водку капать по одной капле и закисляться, это чепуха. Дальше: кушайте больше соли. Я это читал у Болотова. Там засаливание. Моя тощая, она выглядит хорошо, она просаливает себя. Мне очень интересно, она до сих пор жива или уже нет. Так интересно увидеть вот такого просоленного человека прямо. Дальше. Прикладывать крайне сгнившее мясо. Потрясающий эффект. Конечно, трофическая язва, сверху еще загнившее мясо. После этого сепсис такой обширный, знаете, заражение крови и смерть. Энио мортали. Естественно, могу сказать, что когда смотришь на этих садовиков, раньше были мочегонщики, мочепитчики. Я считаю, что с мочой не все так легко. Да, она действительно может помогать, но не до безумия. Знаете, там можно при артритах 1 стакан в день. Не пейте воду, пейте только мочу. Потом происходит сильнейшее отравление у человека. Может ли это стимулировать работать иммунитет как последний раз? Конечно, это нагрузка, это стресс и так далее. Но есть же другие способы. Вот очень хороший способ улучшения иммунитета – это прием солевых кабин. Почему никто не делает дома солевые кабины? Это очень-очень хорошо. Дальше можно соль высыпать куда-нибудь, сверху какие-то решеточки и на соли поспать.
Оказывается, соль мощнейшая, вот эти ионы соли, попадая в организм, улучшают качество нашей крови. Человек, а еще соль омолаживает. Почему? Доказательство. На море съездите, на море приезжайте, с моря приезжайте, помоложе выглядите. Почему? Потому что это море, там соленая вода. Соль имеет мощный антиоксидантный эффект. Естественно, видели, такие кабины есть, там мясо висит, и в солевой шахте такой. Мясо потом становится очень мягким. То же самое становится с человеком. Мясо почему мягче становится? Потому что становится моложе. Поэтому, когда говядину выкладываешь в этой шахте, то потом ешь телятину. Она мягкая, вкусная. Понимаете, это особенность такая. В соли все молодеет. У нас есть возможность, в нашей компании есть возможность даже в офисе поставить солевой кабинет такой. Представьте, мы можем сделать. То есть запросто можем поставить солевой кабинет, поставить такую солевую кабинку. Я вообще считаю, что это недорого, дома можно себе это все изготовить. У нас есть Владимир, он делает панели из соли, очень хорошая идея. Но там ничего не должно происходить. То есть человек заходит в кабинет, где все из соли, и там просто сидит какое-то время. Там не надо ни вентиляции, ни охлаждения, ничего. Просто там находись. Там час, можешь почитать газету и так далее. Какой эффект? Первое, от солевых кабин у человека исчезает давление. Второе, у человека исчезает любая аллергия, какой бы он ни болел. Третье, лечит сосуды, лечит суставы. Преимуществ больше. Омолаживает, причем очень хорошо. А? Лампы. Солевые лампы не особо, да. Андрей Андреевич, а чем вы мазали десна деткам? Я брызгал в ротик артраминовый спрей. Это улучшало состояние зубов. Мужу прооперировали опухоль в голове. Посоветуйте что-нибудь для восстановления. Принимайте препарат изотон по 1 чайной ложке 3 раза в день. До свидания. Все, до свидания, Женя, выключай, ура. Да.